Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, туғанлар. Башлыйбыз эфир. Получается, бүгін iki YouTube и TikTok. Ну, посмотрим, что как будет. Так, мен темаларына шулай жазып қойдым. Бірсіне екіншірек жаздым, бірсіне тоже екіншірек жаздым. Так. Қазір YouTube-қа напишу. Так, я до конца слушал, получается, почти вот до этого момента слушал всякие новости. Думал, какой-нибудь ответ выйдет насчет Украины. Так и ответ келіп шықмады. Вот так вот. Так, вот этот ТикТок, короче, тоже надо будет записывать чуть-чуть. Так, салям. ТикТок. Так, получается, все у меня ТикТоки, короче, забаненные. Новый ТикТок я как бы пытаюсь выработать. Шулай. Поэтому ике YouTube, мында теге яңа YouTube, мында иске YouTube. Ике YouTube и будем наблюдать, где кто присядет. Так, сағат 11:30. Ну, 11-дан 36 минут өте. Мы начинаем. Башкортостанда, само собой, сағат 3, наверное. Шулай. Так. Ну, как обычно, будем читать новости. Но тут новостей много. Просто решил я сегодня выйти. И как бы хотел больше, наверное, услышать про Украину. Ну, келіп шықмады. Про Украину нифига, короче, нету. Хабар yok енді. Булмады. Трампу не до этого, грубо говоря. Или он это оставил на другой день, или он оставил его после того, как созвонится с этим придурком нашим, Путлером. Вот что-то в этом роде. Тут непонятная ситуация. Везде прям все обсуждают. И Каца послушал, и еще какого-то послушал. Всех переслушал, по чуть-чуть. Всех по чуть-чуть послушал. Суть такова, что все ну, говорят одно и то же, то, что внутренняя вот эта политика инда, бора, онда. Шулай. Ну, давайте вот, так как обычно, начнем то, что закинули в Телеграм, оттуда начнем и будем наверх идти. Вот только что закинули свежее что-то. Получается, новость номер 1. О чем молчат Маваш и Дивнич. От этого сайта идет новость номер 1 для всего мира. Трамп и сегодня еще как минимум неделю-две смотрят, с кем зашел, с кем вышел, кому махнул, мигнул, улыбнулся и от кого отвернулся. Все затаили дыхание, ждут перемен. Ждет и Путин, который заварил кашу, из которой ему не выбраться без посторонней помощи. Ждет Европа, ждет Камчатка и Курган. Проснулись все. Это как Жердакабек, ведь нам пишели. Ждет Европа, ждет Камчатка и Курган. Так проснулись все психологи, сейсмологи, политологи и астрологи. Для нас, мусульман, на все воля Аллах, но на него мы уповаем, благодаря ему происходит смена и для дня и ночи, и он вершит исход любого события. Да, Аллаха шүкір, главное, как говорится, біз тірі, біз Аллаха шүкір бар, и самое главное, наверное, бізді қойғыртырға тиіш мында, самое главное, Башқұртстан мен Татарстан. Бізге башқа нәрсе қызық түгіл да енді, по идее. Шулай. Ну, прикольно yazılған. И тут дальше один, кто-то откуда-то тоже копернуто. Ура, товарищи, американцы, у вас уже наступил золотой век. Постоянно, короче, говорили сегодня о том, что у них будет какой-то там новый порядок, короче, все будет, как
великий Америку хотят построить, короче, великие люди хотят поменять, как говорится. Но с другой стороны, вот я не могу понять, житмир сегізге бабай айма, и он хочет поменять что-то. Вот я поражаюсь просто. Он обычно уже, я не знаю, вот даже вот сегодня вроде Телеграм высказывался, нет? Дүрт елга оны ғұмыр жетер ме екен, жоқ ма екен әлі? Вот это интересное. И кто же за ним будет догонять, если он вдруг вот между этими 4 годами уйдет из жизни? Кто же? Сыновья, наверное, будут догонять? Или Илон Маск? Кто же его дело будет вдогонку 4 года отсиживаться? Вот это интересно. Или все сменится сразу и другие придут опять? Трамп заявил, что золотой век Америки начинается прямо сейчас. А дальше наша страна будет процветать, нам будут завидовать все нации и страны. Что-то до более знакомое, как будто российский телеканал включил. У них там тоже давно золотой век, и им живущим и путинской России, особенно в Собянинской Москве, все завидует. Да этот золотой век, блин, вроде и в Китае такая же тема. И в Китае то же самое, что-то когда что-то мутят, они об этом, у них тоже постоянно золотой лев или золотой век, золотой тигр, у них все, как говорится, золотой. Известная история, Трамп обещал американцам золотой век, а Гитлер обещал немцам тысячелетие процветания в Третьем рейхе. Хрущев коммунизм в 1980 году, Мавроди, Лене Голубкова дом в Париже, это жестко, да. Чубайев 7 россиянам по Волге за ваучер, а начальник службы безопасности банка тетя Клаве вернуть переведенные на секретный счет деньги с процентом. Алиса Буратино тоже много чего обещала. Но Трамп, конечно, не такой, он врать не будет. Поглядите на его честную рыжую морду. У него все по чесноку будет. Вот только американцы на Марс полетят, и Мексиканский залив американский переименуют. И сразу в Золотом веке окажутся. Трамп знает маршрут, рассчитал в точности до деталей. Да, самое интересное, вы заметили, вот почему у него рожа такая была? Я же вот это все в телегу сегодня записывал, прям досконально. Я несколько раз присматривался, ты Ирактан Кузя Айбет Курми, и вот так прям в телефон ныкался, блин. Почему он такую рожу делал? У него же рожа какая-то была напряженная. Вот заметьте, еще раз пересмотрите, вот какая-то напряженная рожа. Это же вот реально как-то вот если ты о чем-то реально что-то там думаешь, напрягаешь там, так, вот так можешь лицо как бы, да, ведь ты держать такое, а он прям до конца это лицо держал, блин. Вот это меня убило. Что за нахрен, что за рожа у него была сегодня странная какая-то такая. И bir нәрсекейде күлмәде дә. Сездегез ми? Вообще даже улыбки не было так чисто, хотя бы сделать, ни хера у него ничего не было. Заметили? Вот этот маразм тоже какой-то странный у него. То типа ему не до улыбки, у него как бы тут, ты понимаешь ли, дело, типа инаугурация, там, как говорится, грубо говоря, Путин его как говорится, коронует там, блядь, как говорится, вором закона, блядь, по Америке там. И тут, получается, у него рожа такая, напряженка была. Вот этот хз, блядь, что за, как он держал свою рожу, блядь. Короче говоря, мимика лица не менялась у него ни хера. Гитлеру, помнится, привести страну в золотой век евреи мешали, а Сталин вредитель и враги народа. Трампу мешают ни иммигранты, ни демократы, ни бинарные персоны. Но ничего, сейчас он их пришучит, и наступит в США эра всеобщего благоденствия. Ждите, дорогие граждане, осталось совсем недолго. Правда, для некоторых американцев счастье наступит немного раньше, чем для других. Для Трампа и Маска, например, Маск на новой трамповской государственной программе подготовив полет на Марс под триллионером станет, а Трамп постарается его догнать с помощью собственной криптовалюты и других афер. И тут еще одну вещь вспомнил. Завтра же, ну как, я не знаю, у них завтра, это завтра, у нас это завтра, у них тоже типа завтра, но чуть не завтра. У них пока еще непонятно, только вечер, да? Получается, кошелек. Так, сейчас вот здесь запишу. Просто у меня порой тукает интернет. Еще чығып кетмәгіз мимо, да? Так.
Мгм. Щас, секунду. Просто этот ТикТок я пытаюсь развивать. Сейчас, секунду. Этот без обид. Сейчас. Просто этот его надо этот теги вставлять, короче, это там, чтобы оно это взлетало, так скажем. Окей. Здесь пошла. Просто этот. Так, Коя Узбек Мулае. Офигеть, что за язык. Так, так, идем дальше. Ну вот, что я говорил, насчет Чикаго. Завтра посмотрим, как будет миграционная вот эта фигня, короче, ихняя, да, ведь, кого там будут выселять, туда-сюда, короче, вот это шум, блин. Надеюсь, посмотрим, как оно будет происходить. Так, так, я читаю все подряд, то, что есть. Поэтому как бы... Тут ведь еще этот, в Беларуси какая-то фигня, да, это на днях что-то происходило. Что за херня опять? Лукашка этот... Какие-то у него эти... ну, тут не видно будет вам. В Беларуси наконец-то представили кандидатов меньше, чем за неделю до выборов. У Лукашенко единственно указана национальность белорус и фотографии 20-летней давности. Кто остальные люди, белорусы почти не знают. Да, и получается, как этот, Путин как бы кланайнды, короче. Шығарып қоялар тағын бір дуртасын шығарып қойғанлар, как этого долбоеба одного, блядь, с этого, откуда он был? Черт, в очках один, блядь, был. Типа, конкурент Путина, блядь, из этого, блядь. Ну, грубо, не с Домодедово, но оттуда, с Подмосковья. Один ушлепок, блин. И в итоге, короче, его убрали резко, и все равно Путина, как говорится, выбрали. Тут то же самое, ерунда. Так, свободная Башкирия. Советские атеисты примитивными карикатурами промывали людям мозги. Наверное, карикатуру с Гагарином видели все, надеюсь, нашу правдивую правку заметили. Интересно, а где обещанный коммунизм? Коммунизма нет, как и самого СССР. Не надо думать, что большинство современных атеистов ушло дальше. Скорее даже наоборот, произошла деволюция. Исследователь Виктория Смолкин пишет в своей книге про феномен советского атеизма и его крах. Исторический советский атеизм развивался через полемический диалог с религией в теории и через прямое противоборство с религией на практике. Именно благодаря этому противоборству были выявлены противоречия атеизма, указавшие на более глубокий кризис коммунистической идеологии, сражаясь с религией как политической, идеологической и духовной инстанцией. Советский атеизм боролся за права заполнить святые места, которые теперь стали пустыми. Неспособность атеизма обращаться с экзистенциальными вопросами, соответствовать духовным потребностям людей, воспитывать в массах атеистические убеждения породило представление, что атеизм скорее пустое место, чем значимая категория. При Сталине партийное руководство использовало воинствующий атеизм, чтобы вытеснить религию на обочину политической и общественной жизни. При Хрущеве оно мобилизовало научный атеизм, чтобы подорвать претензии религии на истину, но именно кампания по изгнанию религии из сферы духовной жизни стала последней линией фронта и решающего сражения в войне против Старого мира. Победа в этом сражении была одним из необходимых условий построения коммунизма. В конечном итоге советский атеизм столкнулся с центральной проблемой для всех революционных проектов, светско и религиозно, которые требуют нравственного преображения человека, как привлекать и сохранять своих сторонников, внушать им определенную набор убеждений и строить самопроизводящее общество, жизнь в котором наполнена смыслом. Предполагалось, что, усвоив атеистическое убеждение, советское общество станет сообществом коммунистов в полном смысле слова. Оно оказалось далеко от этого идеала. Ну, я не больно согласен, это не до конца уж, я соглашусь с этим,
нәрсеге біздің нәнейлер қортатайлар настоящий коммунист болды да енді мыйларыбызны сігіп біттілер бит олар блядь по полной программе блядь. Они как говорится не все были в исламе. Это как бы тут не могу сказать. Вот именно вот хорт нәнелер, которые енді деген 1800 жылны туылғанлар, олар олар исламда тұтынып қалғанлар. Как я всегда говорю, хорт нәнем мәдресе бітірген Уфада. А мына бұлар, блядь, пипец красные были, блин. Я реально говорю это. Минем нәнейлер, қортатайлар, мына үзбәге да коммунизм, башқұрт нәнем да коммунизм. И мындағылар бит енді соғышқа барғанлар, само собой коммунист болады енді. Это пипец они были коммунистами. Но потом, после вот этого развала СССР, после 1900-х годов, 90-х годов, 1990, чуть-чуть они что-то начали как-то приоткрылась дверь, так скажем. Вот особенно у Узбекистана как-то вот что-то, вот какое-то движение началось, какое-то. Оно и было, может, там, но коммунизм был жесткий просто жесткий. И, ну, бүтін нәрсесі білем, мынау білем мен келіше, потому что ну и само собой, вот этот атеизм, конкретно еще вот этот коммунизм, хер с ним думаешь, еще вот этот атеизм был, особенно минем татар туганларымда. Это было писец, короче говоря. Вроде бы мать, получается, моего деда, получается, медресе закончила, а сын атеист. Вот такие у меня были родственники, просто уму непостижимые вещи были. И реально он тауба қыламын да, но дуа қылғанда нешіктір дуа оқисың да, ну блин, я осознаю, я его, все мне говорили об этом, родственники, что он был пиздец атеистом, блять, вот этот дядя мой, получается. Ну, дедушка-дядя. Не дядя прямолинейный, а Хортатайның братишкасы. Шулай, поэтому это коммунизм, он, короче, жестко прошелся, жестко. И шунарға, Аллаға шүкір әлі біз онда сонда исламны біле башладық, мына біләбіз енді, Аллаға шүкір. А вот эти наши родители ни туды, ни сюды. Тоже наши родители, тоже они как бы остались в этом коммунизме, и тяжело они не проснулись, так скажем. Шулай. Да, тут сразу какую-то опять, не отходя далеко, закинули новость. Когда я спросил у бабушки, ныряла ли она когда-нибудь в прорубь, она мне так мудро ответила: грязь с души полосканием жопы в купели не смоешь. Человеком нужно быть всегда, а не по календарю. Когда я... Это кем айтты екен, конечно, ну этот Габбасов загрузил. Урыс айтам екен, мына бит, блядь, не различишь, бұл урыс мы, татар мы, блядь. Мына бит, блядь, хер поймешь, ну явно урыстар енді. Шулай. Ну, что я могу сказать? Которые, как сказать, которые вот, если даже это он урыс, он если говорит о том, что там грязь, грех, там не смоешь, это не сможешь, то не сможешь, это так, сяк, ну, нужно понимать, если он, как говорится, вот этот свое вот это мытье, бытие не понимает, то, что как бы урыс была тороп, если он шуқынмый или там юнмый, акунацитмый, можно понимать, что бұл кеше, как говорится, по идее, может даже шанмый, да. Вот в чем прикол. Если он эти какие-то моменты не выполняет, мы не можем гарантировать, что бұл христиан болса да, ол ашана или ашанный Аллах Таалямге. Мы не можем сказать, что бұл, ну, не атеист, опять-таки, тот же. Мы не можем сказать то, что если даже эта тема прокатывается, мы не можем сказать, что он вообще верит вообще. Потому что юну, нәрсеке и ту, урысларныка, это то же самое, что они постоянно говорят там у Аллаха, точнее, у
ну, как они говорят, у Бога сын есть, сын есть. Ну, то же самое ведь. Поэтому мы, меня bu, bilasiz, mana Allohga shukr 31 yoshimda men islomga keldim. Men bir ay birini angladim. Короче, bularniki окончательно durust tugul bu ish. И все, men buning bilan kelisholmayman. Men shuni понял, и все. Men kelisholmayman. Ну, ko'zni yumib yurayman endi shulay. Tükürdüm, короче, ularga. Вот и все. Как они говорят, с высокой колокольни. Потому что mana da boshing qotirsang mana bilan, bunda dunyoda bitganmi endi problema до хрена. Bu nахрен нужно вообще. Поэтому aytam bit, uruslarni полностью yo'qotirga kerak. Boshqirdiston bilan Tataristonda, чтобы ular o'zini mana religiyasin, boshqasin, boshimizni qotirib yurmasin. Mana как сегодня, на днях я вам рассказывал, не рассказывал, встретил тут чувака, короче, одного. Ул, оказывается, нәрсәкәй. Свидетель Йогова. Меня визиткаларын берді, короче, башларын бетерді енді, короче. И ул аңламый, что мен мусульман. Я принципиально, мен де шундай гадәтем бар. Мына исламга килгәндә кеше, ул шундай ярый, шундай нәрсәкәй була, чакыра торган була. И когда я пришел, мне все тоже говорили, все пройдет, все пройдет. Я понимал, что не нужно, оказывается, давление делать. Вот я в принципе понимал это, но все равно гадат бетинде, что мына сен исламга килдең, шатланып йөрисең, давай башкасы да шулай килсен инде дип бетинде шатланасың бетинде. И в этот момент я осознаю, что, считай, 3 года живешь, получается, в другой стране, и понимаешь, что это только тебе нужно. Никому не нужно. И никому не надо это, как говорится, втюхивать, короче говоря. У меня получается, ну, как это, ну, я его прослушиваю, ну, он мне пытается впихнуть сектантскую свою вот эту свидетель Йова. И я не могу понять вообще, что он рассказывает. Ну, мне, само собой, потом доходит, о чем он говорит. И до конца дослушал, понял, все, окей. И визитку взял. Я рахмат dedim. Теге ачуланмасаң dedim енді. Столько сөйледі енді, потом бах, ему что-нибудь говоришь, а я мусульманин там. Не можешь сказать? И я сказал, окей, да, прощались, туда-сюда. И все. И потом, уже үйге келгеш, мен ему дал понять, короче, по WhatsApp, что мен хазыр намаз укырга барам, короче, туда-сюда. Мен айттым, и все. Надеюсь, ему уже дошло. И вот так, короче говоря, попытался культурно ему донести, что мен син түгел. Мен сенің сектіге кіре алмаймын. Мен, Аллаға шүкір, мұсылман. И вот примерно шулайында. Как бы, наверное, сделал какую-то субординацию, чтобы кеше ашуланмасын деп нәрсеге эшләдем инде. Ну, кеше вроде алама түгел, но интересно, кеше милләте Курт Изид. Курт Изид милләте Грузиядан. Башта ул мен Грузиядан dedi. Мен подумал, грузин ул. В итоге, короче, ул Курт Изид болып шықты. И бик қызық әйбер енді бұл. Ну, то, что я понял, что мында куртларны да 1000 хілі бар екен. Турциядагылар мұсылман дия, менің белән намаз укыганнары бар, мен беләм, даже танышлар бар. Нәрсәкәй, мынасы христиан, плюс еще добавил христиан гына түгел, ул сектант еще, вот этот свидетель Йогова, короче. Ну, удивительно, что вот люди как бы, ну, как сказать, верят в какие-то странные вещи, да, так скажем, и у них есть своя какая-то вера. И тем самым мы уже не можем их, как говорится, переубеждать. Смысла не вижу, потому что, как я говорил, раньше по молодости, так скажем, приходишь в ислам, ты переубеждать пытаешься, а потом понимаешь, нафиг это надо. Короче, вот так вот. Потому что, как всегда я говорю, кабирда барыбер biz o'zimiz yappa yagona yotamiz. O'zimizgina yotamiz кабирда. Onam bilan yotmayman, bir kim bilan yotmayman. Поэтому har birimiz o'zimiz javob beramiz. Shunlarga, ладно, разводя эту тему, еще раз напомню насчет Башкортостана с Татарстаном, а то разные темы проскальзывали недавно. Скажу, что
Башқұртстан мен Татарстанда однозначно ислам болашақ. Біз исламсыз яшамейбіз. Чтобы люди понимали, что Башкортостан, һәм Татарстан именно будет в исламе. А то я, так, не могу хәзер әйтергә инде, но кешеләргә дистанционно, вот как субординационно донесу, чтобы они не обиделись. Ислам обязательно болачак Башкортостанда. Как вы не хотели бы, оно будет. И чтобы вы это поняли. И теге күч секіртіп жүріп болмайшак. Вот я вам скажу. Поэтому әз генә күтне кысыбрак йөрергә туры килер. Вот примерно так, потому что я, как сказать, вдруг инде шулай кешеләр мине күрергә туры килсә, я им надеюсь, невзначай так ответил инде насчет этого, потому что, очень такие моменты были, что битенә әйтәлмисең кешене. Кешене битенә әйтәлмәгән вакытлар була. Әйтәлмисең битенә, и менә шулайрак әйтеп куям инде, менә шулай, издалека, чтоб если он умный, ему дойдет. Точнее, им дойдет. Шулайрак. Так. Ой, блин. Что-то удивительно. Просто новость, просто охерительная. Что-то я не понял. Ходорковского вызвали к Трампу на ковер, блин. Ходорковский у Трампа, Невзоров, короче, комментирует. Что-то, блин, просто херею. Пригласили на инаугурацию, решил съездить. И полюбопытствовать и знакомиться надо заново. Сценарий очень похож. Интересно, кто у кого тырит. Приглашение Ходорковского на великое Трампово торжество, несомненно, было метким и ядовитым плевком физиономии Путина. В Кремле, узнав об этом, били графины о головы свои. Вынюхали тройные дозы, объявили трехчасовой общекремлевский траур. Не знаю, короче, в каком флаконе он подъебывает, этот Невзоров. Ходорковский онда барып килгәнме, барып килмәгәнме безгә Башкортстанга вообще по идее до фени, как говорится, нам похрен, блин, что он ездил, не ездил, по сути нам пофиг, блин. Но самое интересное, что Невзоров, получается, порой я не знаю, за кого топит, блин. Вот Невзорова я не могу понять, за кого он топит. И исходник сегодня как раз вот одну тему я хотел сказать. Кстати, я чуть забыл, сейчас вот попытаюсь вспомнить. Насчет того, что... Вспомню потом, надеюсь. Как раз то, что я слышал насчет... Кто-то Кац, что ли, рассказывал, что-то такое. Вот как раз-таки вот хрень какую-то. Вот потом вспомню, я скажу. По этой теме как раз-таки, что тема была такая, что... Независимость, какая независимость? Распад России, вот примерно по такой теме было. Вот не знаю, вот, кто что сказал, вот этот момент сейчас потом скажу, вспомню, надеюсь, может какая-то тема появится такая. Получается, за распад России, короче, как я понял, никто не топит. Никто не топил. Кстати, нет, это примерно даже, не могу точно вот это сказать, вроде бы с передачи Трампа это даже звучало. Нет, потом его кто-то комментировал прям. Короче, примерно была такая суть. Когда сейчас Трамп делает какие-то свои внутренние дела, здесь Украина, понятно. Но самая изюминка вот здесь, об этом, не знаю, кто-то комментировал или что, я не знаю, откуда эта мысль мне пришла. За все вот это время, все говорят, что они ждут звонка с Путиным, да?
Вот теперь призадумайтесь. Вот этот момент. Мана, уйланып қарайық мана. Қараңыз, дуслар, туғанлар, украинцы. Вот прикиньте, за все время они ждут переговоров с Путиным и Трампом, да ведь? И что? Но они, как говорится, ждут переговоров же. Они не хотят, получается, значит, Путина снести. Понимаете? После этого вот и думайте. Бізге башкир, татар, чечен, Дагестан, кто-то о нас думал? Кто-то думал о вас вообще? Ну, о нас, обо всех думал? Даже Украину сюда не надо впутывать. Кто-нибудь о нас думал? Никому мы нахрен не нужны, поймите. Нет, эта мысль вроде глубоко у меня у себя засела. Нигде-то я не слышал это. Короче, еще одна тема. Туда же дополню. Вот прикиньте, если Трамп идет на рамсы, так скажем, я не знаю, правильное слово туда подобрать, на, короче, файтинг, ну это, короче, идет с Путиным, короче, на эту хрень, на эту крышке, значит, ему же нужен кто-то, ну, так скажем, на дебаты человеком идешь, кто же тебе нужен, да, дуэлист там, дуэль когда идет. Получается, у него есть Путин, и получается, Трамп не собирается даже разваливать эту пидорасию. Понимаете, не хочет даже. И плюс, вдобавок, все уже это повторялись, как говорится, им, получается, Украина по идее не нужна. Он просто сказал, что он должен остановить все войны, которые ему приносят минус, Трампу, да? То, окей, остановить войны, минус Трампу, окей, все это мы поняли. И получается, никакой войны не будет, никакого развала не будет. Если глубоко, если в это внедряться, то у нас нет шансов. И нәрсеге мен теге психоланып жүрмін, постоянно, почему я заметил себя, нәрсеге мен психоланып жүрмін, потому что наши, кто вот эти, как мне говорят, зачем это делаешь, зачем это делаешь, күтін көтермейлер. Күтін көтермеген халыкларны, если не я или кто-то не будет критиковать, они не будут ничего делать. Критикуя людей, ты даешь, как говорится, им шанс изменить положение. А изменить положение им кто даст? Хотаны, что ли? Хотаны кутына тебя, Габасовна, Кашаповна? Или кто? Я вот этого не могу понять. Если не мы. Шунарға мен постоянно айтам, туғанлар, ашығыз канал, распространяйте, действуйте по-свойски, что-то делайте. Если қолыңызға пока автомат ала алмайсыз екен, значит, тіліңіз білән шүғырләніңіз. Тіл білән суғышығыз. Тіл білән де суғышып болады енді. Менің, допустим, мына менің қойдадыр башым эшләмей екен, сізнікі может шул вақытта эшлейдер. Шунда сен, как говорится, можешь меня критикуй керек болса. Мені үстімнен критика ташла, менге пофиг. Главный сен, как говорится, Мәскәүгә шул кешеләрне инде. Кімді қолынан келе мында? Мында да күрәш бара, по идее. Кем, как говорится, сможет, как говорится, людей переделать, так скажем, этих манкуртов на то, чтобы они автомат уже повернули на Москву. Как они в комментариях в ТикТоке мне писали. Ты, говорит, в Украине башкиртов, татар, говорит, сделай так, чтобы они повернули оружие на Москву. Как? Мы внутри Башкортостана, Татарстана не можем это сделать. Это шыққаны жоқ онда. Мана бір елдан бері мен істегенмін мында. Бір кім шыққаны жоқ. А я как, блядь, поверну это положение, блядь, внутри. Но я это тоже говорил вам, как повернуть. Сколько я говорил Габасов, чтобы это сделала. Айгульон сделала. Наконец-то этот Кутакбаш Мурзагулов поехал, блядь. Ну вот, сделайте. Мені документом болса, мен әллақашан шығарам Украинға, блядь. Меня тогда еще, в прошлом году уже предлагал Кашапов
не можешь ли ты поехать в Украину? Мені паспортом yok da endi, ничек мен барам dedim. И потом они резко других нашли. Ну не знаю, зачем они вообще туда ездили нахрен. Вот это интересно, блядь. Как говорится, не по моей теме вообще было бы даже, если я поехал бы. А вот если сейчас я поехал бы, или там решил бы эту поездку, то у меня есть конкретная тематика. Как я вам говорил. Набрать людей и собирать людей в Украину. Собирать людей. Ну, до этого вы не вылазите. Сюда вы не хотите, как беженцы, приезжать. Жылы ғана ызбағызда пеш башында отырасыз Башқұртстан мен Татарстанда. Үләсіңіз келмей. Час икіс күтесіз, Габбасов айтты, час икіс күтерге. Все, шуны күтіп отырасыз. Вот этот момент, вы понимаете? И тут получается, конечно, Трамп, он не уберет Путина. Принципиально. Принципиально не уберет. Он сейчас будет, как говорится, с ним как бы контрах всего лишь. Там нефть будет качать, туда-сюда, вот это хуйней маяться будут они. Потому что Трамп бизнесмен, onlarga ақша керек. Onlarga расход керекми. А Байден шиза был, бабай. Onlarga похуй, что, кисасынан кетер, что ли он? Ему похуй, он же работник. Они же все работники. А Трамп-то, шунды, система мозги, блядь. Он не хочет тратить бабло, он наоборот хапать хочет. Бизнесмен. Шунарга, я не знаю, как это будет происходить, но против Путина мы только сами можем это все делать. Поэтому я и хочу собрать людей, которые смогут пойти, взять оружие и на Москву будет идти. Уже жалямище. Это нужно реально понимать это. Потом, вспомнил, добавлю к этому моменту, вот этих пленных. Пленные из Башкортостана, я 1000 раз сказал, оставляйте в Украине. Оставьте в Украине. Вот они, как говорится, первыми рядами пойдут на Москву. Оставьте. Они пойдут с нами. Нахрена их менять? Хз. Ondan kişi top almayız. Әзір келген кішіні нахрен жібереге. Ну, понятно, инвалидны жібересің, қолы yok, аяғы yok, ол нахуй керек ол. Ол бір нәрсе эшлей алмай. Мы же не долбоебы, чтобы, как они сейчас видели в тот день, с костылем бегут. Мы же не можем так издеваться уж до такой степени. Мы же не долбоебы с костылем брать людей, блин, да? Просто я хз, короче. Поэтому мы шли, я думаю так, да? Сегодня в телеге как раз я высказывал это. Бізге халық білән іш тұтырға керек. Халық, мына Башқұрт һәм татар халқы, Башқұртстан белән Татарстан ішіндегі халқы, Рәсейне ішіндегі татарлар, башқұртлар, жаһаннам тишегендә кайдады яшәгәннәр, Хабаровский хатта яшәгәннәр, бөтенесен. У нас появиться должно какое-то мнение халықтан. Шул халық должен как-то диктовать нам какие-то вещи там. Былай эшлик давай, малайлар, давай былай эшлибез deyip. Мына миңа только на ТикТокта утырайым до блокировки. Бір апа язды, мына мен оның белән килештем. Рәхмәт анарга. Уфадан. Ну, монда Европада яши. Нормально, адекватный человек. Да, в каких-то местах мы с ней не согласен. Я не согласен, мен бит инде шундый критичный кеше. Я не могу, блядь, бүтін кіші білән, ай-яй-яй дейірген, нихуя. Именно то, что Мәскеуге қаршы, мына шул миңа ошады. Қоясыз мына, Мәскеуге қаршы хатынлар, қызлар, малайлар, егетлер, здесь же, я же вас не зову этот автомат брать. Хотя бы за нас вы будьте внутри. Когда мы зайдем, чтобы вы против нас сәнәк белән шықмағыз. Вот это вы должны опасаться себя, не нас. Біз-то нәрсе, сіздің отабызды үтірәбіз. Біз үшін жәлләп утырмайбыз нахуй. Если вы против нас выйдете, не обдумав, блядь.
А для этого вот это вам и идет, вот эти все эфиры вам нужны как-то друг друга, как-то communication надо делать друг другу. Чтобы вы bir ovuldan ikkinchi ovulga taratырга тиешсез siz. Что mana shunday, блядь, әңгәмә бара chet elda. Biz bit sizga qarshi tugul. Menda shunday yo'q ovuldan, блядь. Men ko'rasizmi, даже boshqalar bilan qo'shilmayman. Menga нахуй. Men пытался qo'shilishga, но ularda politika. Но я не хочу эту политику развивать. Men shu xoliqdan chiqqan, men xoliq ichida qolasim keladi. Mening тактикам shu. Потому что xoliq пока, как говорится, будет, ну, как сказать, созревать, я с ним буду всегда. Когда он созреет, он будет готов пойти со мной на Москву. Я так думаю. А по-другому никак. А если я давлением того, что, блядь, по политической теме, если я буду давление делать, то мен кишиliklikdan chiqam, блядь. Menda уже yurak qolmayanda. Даже mendagina tugul, любой kishida mana. Kashapovni olaylik. Ularda yurak yo'q. Ularda sistema. Ularda sistema, matematika, geometriya, fizika, sistema. Sistema orqali sigirga uli xalqni. Men xalq bilan Moskvani sigasim keladi. Birgalashib, по-тугански так. А не так, что, блядь, нахуй, всегда, ну, конечно, у меня в Телеграме порой у меня бзик бывает нахрен, выскакивают такие моменты у меня, что, блядь, bu manqurtlar заебали. Блядь, bu manqurtlar заебали. Bu manqurtlar bilan biz никогда chiqa olmaymiz deb, menda бывают пессимистические такие моменты. Бывает, потому что до хрена информации, которую ты пропускаешь через себя, и ты понимаешь, что вот этим быдло народом ты никогда не пойдешь на Москву, блядь. Какой там на Москву, нахуй? На Хабирова даже мы не сможем с вами пойти, блядь. Если вы так дальше будете вот так жить быдлой. И постоянно в комментариях еще пытаетесь меня что-то там укольнуть, там, принизить, блядь, унизить, что-то сделать, нахуй. Утми меня утми у нарсалар. Qutag'ima qo'ydim men ondaylarga. Men ol narsalar menga o'tsa-yu, mendan bu yo'lni olmas endi tanlab. Не выбирал бы. Soylab, да? Tanlab это по-узбекски. Шулай. И постоянно гоны идут на меня порой иногда, блядь. Сен узбек, Кутакка сен, блядь, Башкортостан, хам Татарстан үшін, блядь, там что-то пытаешься что-то сменить там, не выебывайся нахрен, блядь. Вот эта тема еще мне вообще убивает, вот эти комментарии, блядь. Теге әлі білмей ол нендек сайтқа кіріп отырғанын, ТикТокта особенно, блядь. Ол білмей, что за человек вообще за телефоном там, за экраном, да? Но он, главное, увидел какой-то маленький ролик мой, все, пиздец, нахуй. Ему же надо написать, блядь. Мин узбек, нахуй, и получается Башкортостан на Татарстан, ну прям что-то хочу загнуть, блядь, там. Поражаюсь, блядь. Вы уже согнаны, вы уже загнутые, блядь, нахуй. Урыслар сізні уже дуңқайтырған әлі қошан. Мында мен сіз наоборот хочу, балай, турлатырған, нахуй, езгіна, сука, блядь, балай, күтігізден шығарған, нахуй, швабраны, блядь, мала шылай. Тигізлерге хочу сізні, билегізні, блядь, yok, аңламайсыз барабар. Аңғыралар. Так, сейчас вот это запишу. Шулай, поэтому, туғанлар, мен білмеймін. И что я заметил, Айма, вот, как это, наверное, какое-то распространение идет, само собой, моего телеграмма. Телеграмда разных кишілер жаза мен поражаюсь просто телеграмда. Айтам бит, миллион киші, разный фикир. Телеграм порой меня поражает. Вот мен өзім да әзгіна кушқалым кишілер, но ол кишілер, мен кушқан кишілер меня точно жазмай, ол мен білем. Мен кушқан киші меня жазмай, ол точно, как говорится. А вот мен кушмаган кишілер меня жазырға может. И я как говорится, до поры до времени, как говорится, терплю, а потом посмотрим дальше. Будем блокировать их, наверное, мы именно секселер, как говорится. Лишний атак кешелер мы сигеп йөрмәгез. Дөресен әйтәм, блядь. Ачуланмагыз нахуй, мы сикмәгез нахуй. Ушаса утыр, ушамаса сигелеп тай нахуй моннан. И все.
Потому что не вижу, блядь, смысла огрызаться, блядь, с вами. Канал Ошташ, он да, огрызайся хоть с кем, блядь. Так, ну это украинский Покровск. После обстрела россиянами орки всегда уничтожают все, что могут. Ну да, вот, ну-ка, что тут? Ну да, горит дом опять. Покровск, дом горит, пятиэтажный, наверное. Просто чпокнули, блядь, дом какой-то. Ну, заебали, блядь. Так, Смоленск, дроны атакуют военный завод и НПЗ. Что-то сбивает над домами, обломки попали в жилой дом. Ну, понятно. Так. Ебать, летит. Ну, Вон. тут нихуя не видно. Невзоров, наверное, да. Но насчет украинцев, насчет сбиваний. Вот это как раз-таки тему я постоянно развиваю. Надо, если украинцы услышат это дальше больше, я еще раз повторяюсь, связаться с вашими военными и решать эту тему, если вам это не интересно. Или у вас уже, может, нет интереса, потому что по новостям постоянно слышишь уже пару дней, чтобы война закончилась. В Украине все хотят, чтобы война закончилась. Если война заканчивается, вот прям сейчас, вот прям просто заканчивается, значит, нужно заканчивать так, чтобы вся территория ваша, которая расхуярена Путиным, осталась у вас. Надо вот эту цель достигать. И в идеале Крым тоже надо вернуть на место. Вот тогда вот это заканчивается война, называется. А если оно в огрызках, каких-то огрызках, блядь, остается и заканчивается, то значит проигрыш идет, как говорится, не с Россией. Россия, как говорится, не проигрывает в этот момент. Потому что огрызок этот остается у них, не у вас. И это как бы можем интерпретировать, говорить, блядь, мы все равно победили туда-сюда, обманывая себя. Но огрызки-то там остались, весь Крым на месте. Все же осталось в пидорасии. Это не означает победа. Это проигрыш. И это нужно понимать. Так. Илон, что с тобой? Что за зиги? Thank you. Thank you. Илон Thank какие-то you. зиги пускает, блядь. Нет, я же как раз наблюдал это вот вместе так с Телеграмом. Записывал голосовой, и как раз я слушал, когда про Марс что-то сказал, этот Трамп, блядь, Илон пиздец ржать начал. Вот рядом с ним никто не ржет, он не останавливается, у него появился смех, блядь, вот этот пиздец, это улыбка у него нахуй, рот до ушей, он не останавливался, я просто в ахуе был. Он до такой степени, наверное, обрадовался, что его тему, короче, он озвучил на весь мир, и как бы, блясматыга, блять, это слово наоборот только. Так, гарляндым туголь, а наоборот, что гарляндым наоборот, короче. Ну, как бы, блять, возвысился, блядь, наверх, блядь, куда-то возвысился он, блядь, улетел, короче говоря, он улетел, блядь, этот Маск, блядь, этот, сука, куда-нибудь в Марс, блядь. Вот такое у меня чувство появилось, блядь, что про него как бы сказали, и он такой запетушился прям, блядь, нахуй. Все, он, блядь, нахуй, сейчас сыгем бы ты нахуй. Вот, типа, ему дали волю, понимаете, вот, типа, блядь, петуха выпустили, блядь, с клетки, блядь. Вот что-то такое у него произошло, бзик такой, блядь. Ну, блядь, ну, как сказать, нам-то похуй, то, что у него что произошло там, нахуй. Но именно вот этот момент снимает камера, блядь. Нахуя? Нахуя, да, вот уткнулись, вот минуту, наверное, его снимали, вот его, вот этот кураж, блядь, нахуй, радости, блядь. Вот принцип поймали его, как бы, да,
А речь уже про другое шло уже, блядь, не про него. Но камера его поймала, прям вот это снимала, блядь. Вот заметьте, если как-то не верится, перемотайте вот этот момент где-нибудь, найдите этот момент и посмотрите. Ну, просто я хуею, блядь. Прям мне көзімді қалды ушел, блядь. Оны күлуі, блядь. Хуею, блядь. Бала кебек, блядь, шотланды, блядь. Бала кебек. Шотланды ол, блядь. Шулай. Башкиры татары добьются свободы своих земель. Иншаллах, само собой. Тема сегодня такая, ну уж разновидная. Ну, будем, конечно, Башкортостан для Татарстана тоже обжевывать, как говорится. Но Башкортостан для Татарстан, мана менің көргенім бойынша енді мына көріп тұрған бойынша, или как это правильно сказать, как говорится, көруім бойынша, дұрысырақ болар, әйме, что Башкортостанға, Татарстанға примерлар вот за этот промежуток, который мы, ну вот, допустим, окей, мой канал, я, вот это то, что я пизжу постоянно, да, вот этот год, так скажем, был для вас очень такой показной. С чего? Победа Сирии, избрание другого президента внезапно, заметили, вот дурти утып кетті нәрсегедір, этот промежуток, и хуякс, избирается другой президент. И попадает именно под раздачу Трамп, получается, да? Ну, его казино, так скажем, ну, попала к нему стрелка, да, так скажем. И вот его очередь. Но главное, Сирия побеждает, Трамп побеждает, но Башкортостан и Татарстан в жопе. Он в жопе в данный момент. У нас как умирали люди на войне, так и умирают на войне люди, Башкортостан и Татарстан. У нас ничего не изменилось, по идее. Но изменилась атмосфера вне Башкортостана и вне пидорасии вот этой. И это как раз-таки нам пример тому, что мы можем действовать сами. Мы можем действовать сами. Бізге бұларны бүтін нәрсесі фақат қана пример болып қаларға тиіс. Пример. Только пример. И вот это сказание, что завтра скажет Трамп, что будет с Украиной, оно нам вообще не должно касаться. Мы урыслар кебек, вот я что подумал, да, ведь заметил это вот в своих каналах, и тут, везде, вот роясь везде, слыша везде вот это все, понял, что это в пидорасии прям ждали вот этого, блядь, нахуй, избрания Трампа, прям ждут, прям не знаю что, да, но и в этот же момент Инстаграм, контактқа кірсең, охуеваешь, а біздікілер неше күтті екен оны, блядь. Башқұртстан мен Татарстанны һәр біріні аузында шу екен, блядь. Шунардан соң енді мына нәрсе сіз ойлайсыз енді. Шунардан соң мына как вот это можно понимать. Значит, біз, точнее, Алла, біз түгіл. Олар, шу манқуртлар, іштегілер, олар шу урыслар білән біргелер да енді. Это тоже нам звоночек, что ихний мир меняется по, как говорится, назначению Путина, по движениям Путина, по пердежу, грубо говоря, Путина. Мы, как говорится, должны что-то делать. Точнее, они внутри. Вот этот мы процесс должны уловить и донести народу, что это не наша вот эта тема, не наши вот эти хреновины, которые происходят внутри, наружу там или где-то что-то в этом роде. Манашунда, будет ли изменение Башкортостана с Татарстаном? Вот это нас волнует, туганлар. Вот этот мы должны сейчас срочно исправить. Как это исправлять? Только одним методом. Вывести народ оттуда, который может взять от 30-50 лет оружие в руки. Только таким образом. По-другому мы не можем что-то сделать. Мы должны это, ну, как-то, блясизма,
нечто достлар, совместить, наверное, да, ведь наши усилия хотя бы, знаете как, выйти, пока есть Украина, к украинцам, и чтобы они у нас, как говорится, приняли вот это, то, что я им предлагаю, так скажем, заявление тому, что мы сможем помочь, но для этого они должны нас оружие, тәминләргә, вот, обеспечить оружием. По-другому никак. Если мы этого не будем делать, значит мы, получается, в полном таком, знаете, как, ну, так скажем, слабо, грубо скажу, депрессии остаемся. Почему? Потому что, ну, вроде бы топишь за независимость, да ведь? И тут, получается, ты остаешься один. И в тот же момент все думают, что вот сейчас кто-то должен помочь. Кто? Кто должен помочь? И как раз тема вспоминается именно помочь, когда мне в ТикТоке как раз в этот прям в лицо пишут, в лицо говорят в ТикТоке люди добрые о том, что если мы сами не станем, люди другие за нас не могут встать. Я это уже несколько раз когда-то говорил об этом. Мы не можем как-то, даже Уфу захватить. Просто Уфу, даже Казань я не говорю. Она ближе к Москве, да, так скажем, на 500 километров от нас. Понимаете? Поэтому, чтобы захватить Уфу, нам нужен плацдарм. Но этот плацдарм получить нам Казахстан не даст. Потому что они ни туда, ни сюда, нейтральная территория это. Независимость у них. Если бы, конечно, интересный момент выходит у меня, если бы они хотели бы забрать Оренбург, то мы могли бы сплотиться. Ну, конечно же, просто я намек дал Оренбург. И у нас появился бы плацдарм. Само собой, не только Оренбург, забирать будут весь низ, до Алтая и до Кавказа. Однозначно. Но вот как нам попасть, кроме Украины, Башкортостан и Жирина? Как? Вот этот у нас тупик. Вот этот тупик. Вот этот тупик у нас самая больная тема, я думаю. Вот для меня это больная тема. Потому что мин әзір Алланы юлында шу Мәскәүгә барырга менә. Потому что мине üstümдә хуҗам юк, мине тотып тора торган. Меня вообще, по сути, ничего не держит. Я здесь осознал, что если мы это не сделаем сейчас, то мы туда, в первую очередь, никогда не вернемся. Наши дети не смогут нормально жить. Наши родственники будут по жизни рабами, а мы будем бомжами. Грубо говоря, не то, что үйің болмай башқасы, жоқ, Аллаға шүкір, бар бит, урамда түгел бит. То, что біз дәулетсіз бомышқа айланамыз. Подобие евреев. У евреев, по идее, вообще нету. А у нас была тұрып, шу дәулеті біз, шунарға біз теге мұқтаж біз. Мы нуждаемся, аузына тащим, блядь. Шу кусок земли, вот этот кусок земли у нас, получается, так скажем, забрали, и мы не можем там то и жить, пользоваться, ничего не можем мы там делать. Почему? Потому что мы не согласные. И вот этих несогласных я вот точно знаю, Башкортостан белән Татарстан ичендә дохуя алар. Просто у них одна вещь есть. Бозук. Бозук бер җирләре бар аларны. Алар только Путинны гына алып чөяселәре килә.
А так урыслар белән яшәргә алар готов. Вот это херово, блядь, у них. Вот это херовая вещь, блядь. Они не против русских, блядь. Вот здесь мы проигрываем, блядь. Понимаете смысл? Поэтому здесь только один выход есть. Проигрывание наше, но выигрыш один наш только есть. Показной вот этим манкуртам, так скажем, давайте, да? Ну, не все из них манкурты. Вот этим людям показной только это сбор будущих, так скажем, каких-то воинов, солдат и поход на Москву. Мына шуны без мына шул дәрәҗәгә җитеп, без аларга шуны теге как это пример итеп күрсәтергә тиешбез. Вот это мы должны им, вот как-то, я не знаю как, но мы должны это сделать. Понимаете? Если мы это не сделаем, допустим, мы если, получается, сейчас это не сделаем, допустим, Кашаповы, Горбасовы, тот же, ладно, хер с ним, Мурзагулов, Руслан Айсин. Ну, кого мы вот видим, слышим? Кстати, Айсин сегодня, блядь, опять давал этот интервью этому Дождю. Видели, наверное, Дождь смотрели? Утром, что ли? Или сегодня утром, я уже путаю, да не путаю, блин, порой. Ну, бүгін тоғышын ишиттім, блин, қочандыр. Что-то он кому-то давал интервью, Дождю, насчет чего он давал, блин, так и не помню. Ну, короче, главное, давал интервью он, блин. То ли насчет Трампа давал, блин, то ли что-то, блин, про что-то, короче. А, ну да, вспомнил. Насчет того, что в Казань прилетело же сегодня, ёпта, вспомнил, блядь. Qozon, Татарстан, Башкортостан сөйлеймін, ағылшын сөйлемегенмін. Что-то прилетело, и про это его вызвали. И Айсин рассказывал Дождю. Вот это меня удивляет, то, что они вылазят, Дождю что-то докладывают. Нахрена? Мурзагулов шондык. Айсин, мені вообще уйттырам. Мусульман бола тұрып, не кутағыма Айсин шыға оларға сөйлерге, блядь. Қоясың сіздің ғұрурлық, блядь. Татар деген ғұрурлық, блядь. Башқұрт деген ғұрурлық, блядь. Теге раз гана сөйледім бетен шуны. Нахрена вы ходите, блядь. Это Алтынай Валитов тоже вылазил. Жаловался. Вот нас пиздили туда-сюда, да, мы с Баймака бежали, то-то, блядь. Нахрена это говорить-то? Убит әйту битini білесің? Мында сыр да түгіл. Сырыңны әйткен кебек десем, ничектер обман будет. Публикага мен де сөйлеймін да енді. Сыр айту болмай мында, Урысларны кешегә сайлау, блядь. Мына шул дөресрәк булыр. Кешегә сайлау. Вот это, почему вот этот у них есть? Вот это, почему у них не искоренено, блядь, что безне хазыр мыскыллаган урыслар, хороший русский юк, шуны аңларга тиешсез. Если кто там за Айсина топит, передайте ему, Айсину, Руслан Айсин. Турцияда отырасың, нахрена сен урысларга даешь интервью новостида. Мен аңламын шуны. 1 минут, 2 минут сөйледің, окей, сені вақытың әрәм түгел, сен мусульманин, ради Аллаха это делаешь. Ну, сен бит душманға сөйлейсің. Бізні душман бит алар. Шуқынған, мына күнде іштебіз бит, теги күнде кечегіне көрсеттім. Бисмиллахир-рахманир-рахим шуқыналар. Ну, Айсин, ты за что тупишь-то, я не могу понять. Если ты мусульманин, ну, топи за ислам, но зачем ты даешь интервью всем узким, блин? Цымбалюка слушал еще, добавок сегодня, помню. Короче, я подумал, надо попробовать связаться с Цымбалюком. Если у кого есть завязки, связки, надо с ним контачить. Если он, конечно, захочет. Поговорить с ним. Что он думает дальше, о чем он думает. Вот его высказывания порой мне нравятся, потому что он реально вроде бы топит за Украину. У него нету такой темы, что он может и поговорить с Путиным. Понимаете? А у наших есть. Они могут и с Дождем интервью дать, и
Керек болса и с Ходорковским интервью дадут, и с Навальным интервью дают, блядь. Со всеми у нас интервью дают. Нахрена? Если всегда я вот этот вспоминаю, вот этот момент, мин мыскылландым. Мин мыскылландым, когда Мурзагулов дал давление, хоть я Руслана вчера только осуждал, да ведь? Ну, я его иногда каждый день осуждаю, блин, Руслана Габбасова. Плюс еще вчера и этот Алсынов попался еще со своими, блядь, турецкими действиями. Ну ладно, хуй с ними, блядь. Этот Мурзагулов дает давление Габбасову, блядь. Мишунарга Москаландом, блядь. Вот это я не могу забыть, блядь. Мурзагулов, который топит с Русней, он дает давление Руслана Габбасова, который топит за башкиртов. Вот это меня убило, блядь. Понимаете? Смысл. Вот это меня, блядь, взбесило вообще жестко, блядь. И вот этот момент, как это, дисбаланс какой-то происходит, понимаете? Дисбаланс того, что порой они, пелена перед глазами, что ли, я не могу понять. Mana, допустим, mendan birarsa so'rog'ingiz bormi? Kim bilandir so'rashasi keladimi? Menda so'rashasi может keladir kim bilandir. Но оно мне, знаете, вот не дает того, что, блядь, как сказать, урыс bilan so'rashirga. Оно не дает мне вот этого момента, понимаете, с узкожопами взять какой-то реванш, блядь, и перепиздеть, блядь. Я такую же тему попробовал, если помните, прикол, в ТикТоке. Дебаты с узкими. И один вышел, помните, что-то там гнуть начал мне, блядь, какую-то хуйню, блядь, историю туда-сюда. Где-то была запись у меня, есть, может, осталось, не знаю, в каком-то ютубе. Ну, суть в чем? В том, что цель общения с узкими, оно не дает нам возможность проявить себя за независимость. Потому что они только узко по этой теме только спрашивают. Какого хуя прилетело на бошку Рустам Минниханова что-то, и Рустам Минниханов сказал «Исян Месес», и Айсин говорит «Исян Месес» это типа «живый или не живый», и как это, что это означает, тырым-пырым, вот эта тема. Все. Но это, туганлар, это знаете как? Не уважать себя, наверное. Не уважать. Сен бит Мәскәүгә каршысыңмы? Каршысың. Каршы булгач, ни кутагыма син урыслар белән бер әңгәмәгә төшәсең. Бер какой-то разговорга, диалогка төшәсең. Вот этот не могу понять, блядь. Да, может, не мое право осуждать, блядь. Он может сказать, ну, спросили узкоспециализированное место, блядь, я могу ответить, меня пригласили. Окей, Айсен, окей, ученый там, голова копченый, блядь, туды-сюды, окей. Ну, окей. Ну, тогда давайте глубже копнем в эту тему, блядь. Когда каждого Габасова вызывать будут, тырым-пырым, Бутанусом пусть вызывает, блядь. Кашапов, не помню, давал такие темы. Тоже вроде раньше давал, блядь, куда-то. Покопаться в интернете, вспомнить можно. И что она дает? Ну да, вы скажете, хороший русский, РДК, батальон Сибирь, блядь, и все, вот это вы скажете. Ну, от этого всего вы вообще толк получаете, нет? Плюс есть для вашей независимости? Mana туганлар, бөтенегезгә вопрос. Юк. Это дураку ясно. Нету. Дождь, особенно дождь, блядь. Особенно дождь, который под навальнистами. Запошляется навальнистами. Хз, короче. Ну, номад салям. Поэтому я не знаю, как это все у вас происходит, блин.
Тут этот Ника Салям, короче, все тут, да. 13 киши утра. Поэтому, тугаллар, я вот развивая такие разные иногда мысли, которые я вспоминаю, просто пытаюсь донести людям, что мы одну вещь понял. Можем, значит, оказывается, общаться со всеми людьми вы общаетесь, с кем не лень. Вот эти как бы, которые топят за независимость. Но вы, получается, между собой не выводите конкретные действия, которые приведут к разбору событий насчет Москвы. У вас нету вот этого. 3 года в Украине война. Шу 3 yıl içinde birisinden min işitkenim yok. Давайте возьмем оружие и пойдем на Москву. Я это несколько раз уже повторяю. Никто не сказал об этом. Никто. И нахрена? Вопрос возникает. И всякие рота-батальоны, вот эти башкир, там, татар, чечен, Дагестан. Это все внутри. Это все внутри. Мы в глаза их не видели, не знаем, кто они такие вообще. Плюс рота башкиртlarla сөйлештім, ол айтты, я спрошу у начальника, у украинцев или там у кого-то там, спросит, оказывается, можно что-то или нельзя. И они должны были мой ТикТок проверить, вот вспоминаю. Мой ТикТок, оказывается, должны проверить на вшивость, блядь. Ну, это я так утрирую, блядь. На вшивость мой ТикТок, блядь. Мой ТикТок, который, блядь, сука, весь, блядь, нахуй, против Путина, блядь, создан, блядь. Для этого он и открыт, блядь. И то, ладно, здесь вот по наводке людей, так скажем. Чувак мне предложил, сказал, нахрена у тебя нет ТикТока. И вот я открыл ТикТок. И какая тема? Там, само собой, вот эта тема, то, что в Ютубе. И пошло-поехало. А что я в ТикТоке буду снимать себя? Я красивый, блядь, нахуй. Ой, нахуй, блядь. Вот это что ли я буду? Мында, блядь, кішуля Башкортостана, Татарстанда. Меня шуга напалдыны, блядь, паттаги. Ну так и так, я там разнообразие пихал, блядь. Когда не было тем, блядь. Чтобы поддерживать людей. Чтобы люди как бы, как скажем, как это говорят, распространяли, да, способ распространения. И очень хорошо распространилось. Мне ТикТок как-то больше мне помог, чем YouTube, я так понял. Но есть свои нюансы, блокируют. Китайцы топят за узких. Шулай. Я вот сейчас пишу в ТикТок, я уже не хочу писать даже. По 10 минут невозможно писать это, оказывается. Нереально писать это, блядь. Каждые 10 минут надо, его этот надо писать, дописывать. Надоело, короче, что-то. Не прет меня это. Желания нету. Итак, идем дальше. Что тут мы начитали, не читали. Новостей дофига. Просто больные темы, которые я пытаюсь озвучивать, пытаюсь доносить до вас, чтобы как-то выходить из положения такого, чтобы мы как-то понимали, что как дальше делать. Минусы внутри нас. Вот как Шултыга Опакай айтты, зачем мы как бы между собой типа ссоримся. Между собой типа ссориться не надо. Ну, как я отвечал, ссориться не ссориться, но тут нужно кешеге оңнатырга. Вот я, как всегда говорю, кешеге нужно доносить вот этим людям, которые топят за независимость Башкортостана и Татарстана, вам уже надо действовать более реалистично. Людей надо подводить к оружию, а не давать им надежду час икса, которого хз, когда это будет, блядь. Неизвестно, когда это будет. В Татарстане поднимать рождаемость собрались на катках. Рождаемость в республику упала почти 2 раза.
Поэтому чиновники хотят сватать молодежь где придется. В Казани студентам 24 января предложат познакомиться на катке и пройти там же тест на совместимость. На катке организуют зону знакомств под названием «Подкатил» с бесплатным чаем и глинтвейном. А тем, кто ищет пару, дадут стаканчик со специальными зелеными наклейками. Наличие такого стаканчика будет означать готовность человека к общению и новым знакомствам. Пары, которые познакомятся на праздник, пройдут тестирование на совместимость, могут получить депозит на первое свидание. Ебанизм крепчает, туанлар. Вот я так скажу, блядь. Халыкны кырып бетергәч, сезгә тизгенә бала туа торган хатынлар, кызлар кирәк була башлады. А до этого нахуй они не нужны были. Вот заметьте, никому нахрен это не нужно было. Вот 3 года минус туда сделайте. Я никогда не слышал, чтобы в Башкортостанда, Татарстан, да и в Москве, я в Москве жил. В Москве даже никто не говорил, вот надо рожать, надо размножаться, блядь, надо что-то. Вообще нахуй, блядь. Я как раз-таки дохуя с аудиторией, так скажем, уличной взаимосвязан был, блядь. Ни хрена этого не было, блядь. Тишина была, жили как жили, блядь. Никто никого не трогал, блядь. Живешь и живешь вот таком. Просто живешь, блядь. Никто никого не сватает, не женит, блядь. Никого никто не заставляет, блядь. И вот эти 3 года изменило все. Қазір мына енді сізге шәй да берәләр. Оны, наверное, шәйгә астына ябыштырып қойганлар еще презерватив, нахуй. Или наоборот, тишек презерватив, чтобы залетали, блядь. Я не знаю, блядь. Ну, примерно что-то в этом роде, блядь. Ну, майлыйлар инде, короче. Кызларны сигер үшін майлыйлар инде хәзер. Егетләрне, кызларны. Тупизм, блядь. Дожили. Запреты в исламе. Мусульманин рассказал истинное значение запрета в Сейчас слушал исламе. одного мусульманского проповедника, очень понравилось. Я, кстати, тоже так думал, что в исламе очень жесткие рамки ко всему. И он говорит, многие молодые люди думают, что в исламе все харам, харам, харам. Ну, то есть вот это запрещено, вот это запрещено, вот это запрещено. И он говорит, нет, это неправда, не все запрещено. Просто мы сейчас живем в такое время, когда очень много грязи и разврата. Поэтому то, куда ты посмотришь, это все харам, харам. Знаете, почему запрещается грязь? Когда говорится, когда ты соприкасаешься с грязью, вся твоя жизнь становится грязной, ты страдаешь. Это не сделает тебя счастливым. Только соприкосновение с чистым, духовным наполнит нашу душу любовью. А это то, чего мы ищем все. Сейчас слушал одного мусульманского проповедника. Как там город Наваи? Что за Наваи, город Наваи? Кто там в Наваи? В Наваи? Хочешь в Наваи поехать? Я там не был. Тут вот насчет Казахстана закидывал тоже. В Казахстане арестовали автора сатирического паблика Темирлана Енсебека. Его обвиняют в разжигании межнациональной что-то такое. Он просто какие-то прикольные вещи распускал, короче. Ну, пацан двигался, короче, распространять, само собой, наверное, что-то такое там. Там надо слушать, конечно, тут до хрена. Я из ТикТока его вытащил, блин. Короче говоря, на 7 лет хотят посадить. За то, что он там вышел, там с плакатом что-то говорил. Там всякие вещи. Короче говоря, Казахстан не отстает от России. Вот ничем. Вот то же самое. Законы такие же, блядь. Вот давление такое же, блядь. Урыслар кебек, блядь. Вот этот, сука, блядь, давлят, вот этот давлят, который хуй знает 30 ел тому назад айрылган, ушул СССРдан, блядь. Әле дә урыслар кебек яшәргә уйлый, блядь. Узбекистан да шундай. Кыргызларны да сүләргә да түгел, блядь. Таджиклар да какой-то ебанутый сфера, блядь. Нахуя?
Я в тот раз в других эфирах тоже об этом говорил, блядь. Вот чисто сердечные, так скажем, блядь. Токайки, Мирзияеву, блядь. Этому нахуй тюремщику Кыргызу. Хуй его, как его зовут, блядь. Джапаров, что ли, Жапаров, блядь. Не помню как. И Рахмон, блядь. Рахмона уж мы не то, что не, Имам Али Рахмон не можем забыть, прикиньте. Въелось его имя, не можешь забыть его имя. И вот эти, блядь, ублюдки, грубо говоря, блядь, могли бы сказать, блядь, давайте поставим нормального, как хотите живите, но нас не трогайте. Отойди, Бетинда, мана, как сегодня как раз об этом несколько раз, блядь, узкожопые от BBC, блядь, отмечали, что вот это типа, блядь, демократия в Америке, понимаете? Старик один уходит, передает другому старику, и все нормально. Он даже приходит, да? Байден сидел. Вы, блядь, в Азии, в пидорасии где-нибудь такой видели, нет? Вот, нигде нет такого. Ну реально, подумайте, в 21 веке живем как быдло, блядь, в своих республиках. А тут, получается, американцы делают, блядь, реальность. И интересно самое. Особенно я же как бы ненавижу яхудов. Вот ненавижу евреев, да ведь? Блядь, ну вот в Америке какие-то другие евреи, ёбаный в рот, блядь. Вот реально, блядь. Или они не все евреи, чтобы я их, блядь, не хаял всех, блядь. Вот что-то там не то, блядь, понимаете? Какая-то у них демократия. Даже в Израиле этой демократии нету, блядь. В Израиле нет этой демократии. Ебанизм в Израиле. Это реально яхудский ебанизм, блядь. Нацизм даже, можно сказать. А вот в Америке что-то другое нахуй, блядь. Реально, блядь, за морями, которые мы не видели в жизни, что-то не так, блядь. И цивильно сдают, блядь, посты, блядь. Как раз таки, это я сегодня в телеге говорил или нет, что-то начал говорить, оборвалось, потом опять что-то, и тему, что-то я говорил именно. Вот как раз более обширно об этом хочу сказать. Нет, вот представьте, да, Башкортостан и Татарстанда независимость. Вот у нас будет независимость. И там, не говорю даже, Ичкерия, там, само собой, везде. И вот смена власти. 3 года отсидел один президент. Все, давай, до свидос, нахуй. Приходит другой. И все, вась-вась, цивильно. Давай, брат, давай. Сен 3 ел отырдың, қазір мен 3 ел отырам. Нашылай, шул сенің отырғышыңда. Как Байден стул свой заносит, да, уносит, блядь. Ну, это хуйней, наверное. Явно мы не будем хуйней страдать, блядь. Какая разница, какой стул, блядь. Выкинь нахуй, поменять другой стул, блядь. Проблема, что ли, блядь. Купи новый, поставь, блядь. Но самое интересное, что в Башкортостанда обязательно должен быть жиен. Жиен и Курултай, само собой, и парламент. Понимаете? Везде давление должен делать холок. Вот это мы не должны забывать. Холок должен быть на первом месте. Уму непостижимые вещи, которые мы сейчас наблюдаем в Америке, мы должны это усовершенствовать. Мы должны еще идеализировать вот эти процессы, блядь. Чунки без мусульман. Понимаете? Без шунды бір-бірімізге брат болырға тиіспіз, блядь. Сестра, брат. Вот примерно вот такой тематикой мы должны жить, понимаете, блин? Чтобы у нас не было такого, что какая-то корысть, блядь, оқшасыз қалдым, блядь. Кімнедір сігілмеші қалдым, нахуй, оқша қалып кетті анда. Не должно быть у нас таких моральных, блядь, мыслей вообще, блядь, каких-то грязных, блядь, коррупционных, блядь. Понимаете? Что нәрсеге ул утырды, мен утырмадым, блядь. Я как бы уже об этом раньше говорил, но может такая чуть-чуть напоминающая тема, как раз избрание Трампа, туда-сюда, добавлю, да, опять напоминанием, вдруг новенькие сидят, чтобы они тоже услышали. Понимать, что
Башкортостан, блин, Татарстанда, Башкортостан, блин, Татарстанда, если мы будем избирать вот этих людей с народом, не как путинский режим, блядь, царский такой, блядь, гнилой, блядь, а именно тот, который мы будем избирать в Башкортостане, Татарстанда, был примером на весь мир. Даже арабам. Чтоб арабы охуели. Эрдоган даже, блядь, сука, со своего стула ёбнулся нахуй, когда об этом узнает. Принцип нашей доктрины внутренней должна быть она такая, блядь, идентичная, блядь, нахуй. Ни у кого не должно быть такое. В первую очередь, само собой, избрание президента общего, который в Уфе, допустим, да, представили, сидеть будет, или там Стартамак мы сделаем, допустим, или там Баймак сделаем, как говорится, столицей. Похуй, каждый год можем менять, блядь, чтобы он дрейфовал, блядь, туда-сюда дрейфовал, блядь. Можем и так сделать. Самое интересное, чтобы это выбрал народ. Само собой добавлю, чтобы вы не понимали, правильно меня сразу понимали. Перем, Коми, Ненеция, это все наше. Имейте в виду, это огромная территория. Представляете, да? Не старый Башкортостан, а новый Башкортостан. Мы же все по-новому создаем. И получается, с центром будет, допустим, Уфа. А может, Бирск будет нахрен. Чтобы более централизованно было, чтобы размер нашей плантации будущего увеличивается. И значит, центрофуга должна переноситься в центр земли, общей нашей земли, в центр, допустим. Может, это даже войдет на территорию Перми. Может, там сделаем столицу. Хуй его знает, блядь. И вот исходя от этого, там должен собраться народ, реально, и голоснуться на 3 года на одного президента, который будет всеобщий президент. А районные, кантонные, областные, как хотите это называйте потом в дальнейшем, будем делить его по разным кусочкам. Там будет собираться народ, который внутри этого кантона будет жить. Этих областей. Областные разборки будут. Туда уже другая область не будет лезть. Потому что он вытаскивать будет своего с области. И вытащит того, на которого они поставят, как говорится, ставку. И потом что-то не так пойдет в течение 3 лет, да, ведь, конечно, это контроль будет делаться Курултаем, парламентом, но они уже плакать не должны, блядь. 3 года чадыларинда, чтобы вдруг ебанутый попадется. Мы же не можем гарантировать, кого они выберут, блядь. Если они попадутся им ебанутый какой-то, ну 3 года чадысында нахуй. Конечно, мы не дадим ему, блядь, коррупционировать там нахуй всю систему, блядь, родственников пригнать. Само собой, этого не будет, блядь. Но суть, допустим, он может будет какой-то, блядь, что-то начнет делать, не будет делать, блядь. Ебанутый может попасться, мы же не можем гарантировать. Но, наверное, конечно, к этому моменту нужно будет, само собой, подготовить, блядь, такие, так скажем, блядь, не выполняется нахуй. Народ наблюдает, не выполняется, все. Жалоба кидается уже в централку. В Курултай или в парламент. И все, и там должно рассмотреться жалоба народа. Вот примерно так. Это так, для будущего уж. Идем дальше. Вот какая-то вот хрень произошла. Вот. Подозреваемый в убийстве, ну тут я несколько закинул, разные. Подозреваемый в убийстве женщины в Москве вскрыл авто неделю назад и жил в нем. После убийства спрятал тело туда же. Задержанный признался в преступлении. Чуть-чуть там послушаем. В процессе распития спиртных напитков у нас Долбень произошел какой-то. конфликт. Из Я Казани. начал носить ей несколько ножевых. Потом затащил тело в машину. В процессе распития спиртных напитков... Короче, какой-то Кутакбаш, Казань на максималках, блядь. И из Казани появился какой-то татарин, ебанутый, блядь, который заебенил какую-то овцу, блядь. В итоге, короче говоря, нашли его в машине Куценко, блядь. Пиздец, блядь. Этого актера Куценко, блядь. Вот такая вот херня.
И тут вот такая новость, которым тоже мы наблюдаем. Дуслар закидывается из какого-то группы, короче. Торговый дом Татарстан запускает стипендиальную программу для студентов из Республики Татарстан, обучающихся в высших учебных заведениях Турции. Это отличный шанс получить поддержку для учебы и развития. И тут сразу же, конечно, я в телеге тоже что-то комментировал, возникает вопрос. Татарларга. Башкортларга тоже. Siz именно Турцияға барып укырга тиешсезме екен? Вот мне поражаюсь, блядь, mana shu Татарстан кишисine Турцияға барып укуларыгыз sizga ул нәрсә бирә? Татарстанда татар мәктәбе, татар университеты юк була турып, сез Турцияға шабасыз укырга. Нет, как говорится, блядь, добиваться того, что, блядь, Татарстанда, Башкортостанда все наше свое было. Получается, главное, идет у них, у студентов, какая-то рекламная акция, где, блядь, нахуй, идет какая-то нахрен учебное, блядь, заведение в Турции, там, не в Европе, блядь, почему-то, не в Америке, нахуй, именно в Турции, и для них, как бы, есть возможность, говорит, еще какой-то там, поддержку для учебы и развития. Торговый дом Татарстан запускает стипендиальную программу. Стипендиальная программа дегani endi bilmayman. Bushqa boralarmi onda, o'qishga boralarmi, xizi, блядь. Явно уж bushqa bormay, Tursiyaga bushqa bir kim bormay. Потому что мой племянник там учился в каком-то году, если помните, я уже рассказывал раньше, когда землетрясение было у них там в каком-то районе, короче, где землетрясение было. И его, короче, оттуда еще вдобавок депортировали. И вот он тоже в платном обучении, платно вроде бы учился. Ему надо было вроде за что-то платить, я думаю. Явно бесплатно ничего не было там. Там, хз, короче, как у него было там. Ну, суть, короче говоря, он учился там в медресе. Но здесь про медресе не говорится, просто учебное заведение. Да, базара нет. Студенты ездят там из Узбекистана в Москву учиться, с Таджикистана до хрена учатся в Москве и так далее. Это я понимаю. Но это как раз-таки тот момент, почему же они ездят в Турцию учиться. Что им оно дает? O'zingni davlatingda, o'zingni tilingda yo'q universitetlar, shuni, как говорится, ortidan yurmasdan, потому что это же понятно, это власть, вы не можете, и вы тупо просто едете, как говорится, учиться в Турцию, блядь. Охуительный вариант, да, это? Вот это я не могу понять, блядь, людей, нахуй. Базара нет, они едут в Арабские Эмираты, допустим, вот, и туда-сюда, вот как этот рассказывал. Ну, вот здесь. Забыл, Хазрат, вот этот, как его забываю постоянно. Ишмурат Хазрат, вот этот, Ишмурат Хайбулин. Он учился, само собой, в медресе, там учился где-то там, не помню, в Арабских где-то Эмиратах или где-то там учился. В Катаре или где он там учился, не знаю. Суть, короче, он учился на ислам. И мында мына обычно учебаны Турцияға кетіп оқуға şimdi мен аңлаймын бір нәрсені. Что татарлар өз дәулетін вообще не ценят. Не говоря о том, что в тот день рассказывал в Телеграме, как раз сюда уж не стал загружать, блядь, уж до такой степени позорить нахуй. Одна овца наеблась, короче, в Турции, родила от турка, но когда он узнал, что она беременная, он съебался. В ужасе, нахуй, испарился, говорит. И вот 2,5 яшлык хазыр қайдады Татарстанда қызны үстіріп ята. И шонардан соң мына аңнағыз енді, блядь. Татарлар түрклер белән сигенеп йөриләр.
Как будто bu Tatar bitgan kebek. Bitgan. So'g'ishda o'lib bitalar hozir. A qizlar boshqasina beradilar. Rahat dunyo, блядь. Башкортостанда да шулай, блядь. Вы как бы не расслабляйтесь. Башкортостан такой же. Всегда я говорил, вот в течение года, сколько я вышел в эти эфиры, постоянно говорю, только Турцияны яраталар, блядь, нахуй. Крым bo'ldi. Крымга бармыйлар, Турцияга баралар, блядь. Крым Путин sizga berdi, блядь. Подарил, блядь. Yo'q, Tursiyaga баралар, блядь. Pishirib qo'ygандай, блядь, nahу Turkiyada, блядь. Bu o'zimizni millatni misqollov tugilmi? Bizni irlarni kishiga soylamov tugilmi? Sizga boshqa irlar kerakmi, которые вас кидать должны, кинуть вас должны, блядь. С детьми особенно, нахуй. Не признавать. Вот это вам, наверное, больше интереснее, блядь. Хуй его знает, блядь. Деградация, мне кажется, блядь. Деградация. Так, вот опять какая-то нахуй хуйня. Узкоглазые. Тут как этот Вицин, Маргунов, Никулин, блядь, разыскивается. Корейцы убили военнослужащих ВС РФ. Удивительные дикари, блядь. Материал требует дополнительного подтверждения, конечно. Публикую на основании доверительных отношений с источником. 13.01.25 года в районе НП Большой Солдатской Курской области трое военнослужащих КНДР совершили убийство 5 военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты ВЧ-131-40 Севастополь. Спустя неделю виновников задержать так и не удалось, поиски продолжаются. Смех нахуй, блядь. Это просто... Күлерге гана нахуй. Егылып ятып, блядь. Получается, убийство, я точно, наверное, знаю. Ну, по идее, может, это не пиздеж даже. Вот это на бумаге все захуярено, блядь. Розыск, блядь. Номера, все есть, блядь. Я понимаю эту хрень. Наверное, узкожопые нацисты задрочили их где-то. Но корейцы уж, если уж долбоебы, но как украинцы говорили уже, что они там, элита какая-то тоже приехала. Не все уж, блядь, нахуй, сука, босоногие, нахуй, пехота, блядь. Там есть и элита, блядь, отправленная, блядь, иным, блядь. И явно попались, блядь, ушлым пацанам, корейцам. Корейцы как дерутся, я замечательно знаю, блядь. Были у меня все одноклассники, все друзья были корейцы. Как бы себя в обиду не дадут, нахуй. Как говорится, хоть они карате, не марате, нахуй, похуй, блядь, захуяют любого, блядь, если захотят. И, получается, узкожопые, наверное, блядь, издевнулись. Ну, я предполагаю. Издевнулись, а они дали отдачу. Захуярили сразу 5. Получается, чмырили, может, блядь, они больше людей, не этих 3, но из этих 3, как скажем, смелые из всех корейцев, блядь, выползли, пизды дали, ебанули этих 5, которые дрочили других корейцев, наверное, которые отправляли на штурмы, блядь, и захуярили. Ну, это нормальная тема. Это должно было быть, блядь. Потому что, блядь, нахуй, чужую страну едут вообще чужие люди. Это как этот Путин, пидор, это вообще представил себе? Я не могу, как это вообще, я хуею, блядь. Это понятно. Вот здесь в Европе, короче, идет, короче, война. Допустим, в Польшу зашел Путин, допустим. Или там в Литву или Латвию заходит Путин. Приезжают норвежцы, финны, блядь. Тоже друг друга не знают, языка не знают. Голландцы, блядь, нахуй. Англичане, блядь, идут воевать, блядь, против Путина, блядь. Это нормальная тема. У них примерно, блядь, даже языковый барьер почти одинаковый, блядь. А тут хуякс, нахуй, узкожопым, узкоглазых, нахуй, прихуярили, блядь. И иди воюй, блядь.
Как будто, бля, какой-то апокалипсис, нахуй. Надо воевать всем, разницы нет, какая нация, враг один, блядь. Украинцы. Ебашьте их, блядь, все. Всем миром, блядь. Вот, и, конечно, в этом дерьме путинском, блядь, будет такая хуйня, блядь. И самое интересное, ну, Майкл Наки, может, рассказывал, да хуя нам событий, то там, это. Ну, больно такого никто не рассказывал. Никто, блядь, нахуй, из Башкортостана с Татарстаном, или с Чечни, из Дагестана, никто не дал отдачи узкожопым издевкам. Никто не заебенил их за все время. А тут, блядь, какие-то корейцы захуярили аж 5, блядь. Ну как вам это так? Удивительно, да? Почему это происходит вот так? Почему наши до такой степени быдлы, блядь, которые не могут это понять? Почему, Тугалар, вот почему вы ответьте, зачем вот эта хрень, получается, на наших не работает? Вот мында точно, наверное, сөз ғәрләнәм деген сөз боладыр мында, блядь. Ғәрләнәм мына шундыйлардан, блядь. Обещание Трампа на посту 47-го президента США высказаны им в инаугурационной речи. О, давайте напомним как раз, да, поизучаем его мысли. Ну, так, минут 5-10 он пиздел, да? Без остановки, кстати. Так, США признают только мужской и женский гендеры. Ну, конечно, он сразу об этом не говорил, конечно, они тут съебали его в первый ряд. Кстати, это из Куштау Байрама читаем. Окей. Приняли, короче, они решили быть мужиками, нахуй, и бабами. И я вспомнил это, прям овации такие были, блядь. Все встали вроде бы, сука. Ну, короче говоря, значит, на это мероприятие голубых, нахуй, и лесбиянок точно не было. Будем предполагать так. Выйти из Парижского соглашения по климату. Хуй его, я не знакома этой хуйней, блядь. Что за климат, что за Парижское соглашение, блядь. Это хуйня полная. Так же, мелочь пузатая. Или, конечно, утра. Что это вырубается, блядь, интернет. Реформировать и усовершенствовать правительственную бюрократию. Ну да. Внутри у себя, блядь, разобраться, блядь, нахуй, на всякой, блядь, бумажной волокиты, нахуй, наверное, хотят сделать что-нибудь электронное, как в России, блядь, нахуй, подконтрольную, нахуй, уже власти, блядь. Потому что постоянно я слышал, бля, Власов постоянно говорил, уже раньше еще, что в Америке, блядь, все на бумажке, блядь. Электронного очень мало, блядь. В Америке электронной хуйни мало. Вот об этом мы точно знаем, блядь, что в Америке, нахуй, вот эта электронная система хуёво вообще сделана, блядь, нахуй. Вот даже здесь я вам могу, ну, сейчас уж не покажешь, но примерно сказать, что даже здесь, получается, находясь, я понимаю, что банковские все программы, они такие тупые, нахуй, блядь, банковские программы, они все, ну, не такие, нахуй, они не навороченные, нахуй, на самом деле, блядь. Насчет этого, блядь, там берега, на самом деле в пидорасии охуенная, блядь, нахуй. Охуенная программа, блядь. Здесь нет такого, блядь. Тупые программы все. Я еще когда-то говорил об этом. И сим-картные программы тупые. И вся программная система, вот вся оболочка программы Сбербанка, допустим, как Тинькофф, всякая хуйня, да, у нас, допустим, раньше, так скажем, пользовался я, сейчас уже не могу. И здесь это все программы ничтожные, нахуй. В Америке еще хуже говорят, нахуй, вот эта вся хуйня, блядь, нахуй. Там, сука, какие-то, сука, эти корявые руки, нахуй, это все делали, блядь, нахуй. Вот. Вот насчет этого, блядь, как раз таки добавок, да,
Башкортостан и Татарстан может взять не американские и европейские систему, а взять именно то, что, блядь, останется нахуй от пидорасии, блядь. Вот эту тему нахуй нужно будет позаимствовать, блядь, потому что она сделана правильная. Понимаете смысл какой, блядь? Что-то дисбаланс все равно есть где-то, блядь. Не везде, как говорится, когда все говорят, блядь, ООН, блядь, спасет нахуй независимость, блядь, нахуй, республик, нахуй, хуй, блядь. Не надо нахрен сравнивать ООН, блядь, и твою, блядь, свою независимость против Москвы, блядь. Нельзя на них надеяться. Тут то же самое. Не хуй брать какую-то программу, блядь, из-за кордона, блядь, если у тебя, блядь, программа охуенная, блядь. Ты не можешь это менять. Вот то, что хуево у тебя, это Путин, блядь. Вот его надо менять. Примерно вот эту тему, понимаете? А не то, что, блядь, нахуй, уже хорошее то, что есть, блядь, менять на плохое, блядь. Заимствовать, блядь. Дерьмо какое-то. Запретить любую государственную цензуру и вернуть свободу слова в США. Не знаю, и вот этого я вообще не понял, нахуй. Вот этого я не понял, блядь. И чё, блядь, до этого что, запрещали что-то, что ли? Все вон стояли плакатами нахрен, все говорили, Палестина, свобода, то все. Никто ничего не запрещал, блядь. Все было нормально. Они еще добавить хотят. Удивительно, блядь. Прикиньте, да, мало это было им. Еще добавляют. Интересно, блядь. Восстановить беспристрастную, вот это тоже, вот эту беспристрастность опять вспомнил. Как раз вот это слово постоянно забываю. В Коране тоже есть это слово, используется. Восстановить беспристрастную судебную систему. Вот. Беспристрастность в пидорасии сейчас закончилась. Вот, допустим, путинский режим, также навальнийский режим, то же самое, блядь, нахрен. Вся узкожопый режим, он, черт, опять слово, беспристрастный, не беспристрастный. Вот именно они пристрастные, очень пристрастные. Вся система пристрастная. Хоть там путинский, хоть там Навальнюги, хоть Кац, Ходорковский, все пристрастные. Пристрастные, в первую очередь, против ислама. Вся система гнилая, которая контролирует систему ислама. Поэтому это как раз-таки тот момент, когда мусульмане этой пидорасии должны услышать правильность, религиозность, мусульманство, вот этого всего без пристрастия. Но только в свободных республиках. Вот в свободных республиках будет беспристрастие. Хиджабом, никабом, беспристрастие. Никто их не будет преследовать. Пример приведу, чтобы люди до конца уже поняли. Допустим, вам приезжает с Арабских Эмиратов муж с женой в никабе. Если помните, как пару недель назад издевались какие-то иностранки в Арабских Эмиратах или где они, в Дубае, пиздюлей получили за то, что их снимали, издевались, и штраф, пиздюлей получили или что. Что это такое? Вот из той категории. Представьте, Башкортостан, блин, Татарстан вдруг, да, скажет, у нас никабы нельзя, это нельзя в республике. Вот как в Узбекистане, блядь, бороды нельзя, сбривают, блядь. Вот эта хуйня там есть, каримовская. До сих пор она есть. И никабы нельзя. А тут приезжает, с Дубая или с Арабских Эмиратов муж с женой в никабе.
А, им можно, да, получается? Вот как можно это понимать? Или они должны будут Башкортостан или Татарстан, когда заехать, снять это все? Как вы вот насчет этого скажете? Где тут, блядь, беспристрастие? С пристрастием, получается, свой народ гнобить можно с пристрастием, а приезжие гости, типа, под эту рамку не попадают, потому что они туристы. Вот это, блядь, надо искоренить. Вот это не должно быть беспристрастие, и с пристрастием, вот это, как раз-таки, вот это слово, оно не должно у нас работать. Это как, наверное, из той категории слов, во-первых, оно какое-то тяжелое, да, и даже на слух, блядь, как высокомерие. Синоним, антоним, блядь, нахуй, я не знаю, как это можно назвать, как высокомерие можно озвучивать эту тему. Когда идет сейчас гонение на мусульман по всей пидорасии, сидят наши братья, сестры все, от Хизбут Тахри, начиная разные темы там, просто понапридумыванным нахрен. И это, вы думаете, правильно? Беспристрастно, да, они сидят? Путинским режимом, беспристрастно, да, кадыровским, на бутылки которых сажают мусульман. Беспристрастный режим, да? И вот это вы, ну, как-то схавали, блядь. Схавали, да, это вы, для вас это нормальная тема, да? Мына сізге айтасың, мына онда кішіні суялар анағында. Шушқа қылып кішіні суялар. А вам похуй. Вам даже похуй, блядь. Вы даже не думаете, то, что там зарезали как свинью кого-то, блядь. И нихуя вам, блядь. Вам вообще похуй, блядь. Вот это и есть, блядь. Как вы относитесь? С пристрастием или без пристрастия? Вот так вас создало это государство, уничтожив вашу идентичность. И это для нас, я считаю, вот для нас именно, для будущего независимости Татарстана или Башкортостана, Ичкерии и Дагестана, для нас это именно тот момент, в котором наш холок проживает уже 500 лет, грубо говоря, после развала Казанского ханства. 500 лет в вот таком пристрастном, не беспристрастном, а пристрастном давлении. Коммунизм, уничтожение ислама. Пристрастно. Потом ебанизм Путина. 25 лет терпим. Что еще вам? Какие еще примеры нужны? Я еще не вспоминаю Асада. Асад, хуй, блядь, в Сирии. Он как делал? Пристрастно делал всех в тюрьмах. В кислоте расщеплял. Просто ужас, блядь. Как я это слово, оказывается, забываю, прикиньте это слово. Постоянно не могу вспомнить, когда я хочу использовать. И такое противное слово, блядь. Объявить режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики. Объявить режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Прекратить политику администрации Байдена «поймай и отпусти» в отношении мигрантов, незаконно пересекающих южную границу. Восстановить процесс строительства стены на границе с Мексикой и прекратить предоставление убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу. Насчет этого сам Кимович ответил сегодня, услышал, да, еще одну тему. Тоже, как мы знаем, еврей, этот шахматист, Каспаров. Кимович, оно, отчество Кимович. Интересное отчество у него. И вот, этот Кимович говорит, что это полный
ебанизм. Ну, вроде бы он это, не надеюсь, по роже, блядь, не путаю, может, другой, не, ну, вроде бы он. Он говорит, ну, вот как аналитик, взрослый, да, так скажем, хоть и еврей он тоже, оказывается, вдобавок еще. Он говорит за Америку, что это полный ебанизм. Ну, уж так не сказал, я вам это говорю. Полный абсурд, что вот эти все нелегалы, оказывается, их, Америки, такие, что они как раз-таки из той категории, которые выполняют всю черную работу Америки. Потому что Америка, оказывается, не как Европа. Там сразу работа разрешения дается. Нам не дается. Понимаете, какой, блядь, дисбаланс Европы и Америки? И поэтому они могут приехать туда и сразу начинать работать. Похуй, главное, работай, не будь иждивенцем. А в Европе ты можешь иждивенцем быть хоть 100 лет, нахуй. Вот дают тебе, нахуй, вот эту дотацию, нахуй, чтобы ты не сдох, и все. Но работать нельзя. Поймают, выебут. А в Америке это все черный холок, вот этот мигранты составляют весь ихний экономический, блядь, прогресс. А в пидорасии из него дует патент, из него дует, нахуй, от наших иммигрантов, да? Все, блядь, что можно доить, нахуй. Заставлять этот узкий язык учить, блядь. Узбек, кыргыз, таджика. Только давление. Давление на мигрантов, давление на чурок, как они выражаются, уроды. Вот такая хрень, блядь. А в Америке даже в этом положении нет нацизма, блядь. Вот что удивительно, блядь, нахуй. Хоть он там, Трамп говорит, уничтожит то, все. Похуй, да, это хуево, понятно, но они ведь сколько времени жили, блядь. И всяко я убежден, блядь, в том, что он этот процесс сделает и через какое-то время забудет. Скажет, так, не трогай. И опять наплыв пойдет. Такой беспалевный наплыв. Культурный такой. И все. И это наблюдается в Европе тоже. Есть планка. Набор людей. Вот в Норвегии говорили, столько-то в год возьмем. В Германии столько-то берут. Во Франции столько-то. Лишние не берут. Все равно выкинут нахуй куда-нибудь. И начинают блуждать по странам. А в Америке некуда тебе блуждать. В Канаду только можешь блуждануться, блядь, один раз и все. Или в Аляску. У тебя там блуждать-то некуда, нахуй. А в Пидороссии как? В Пидороссии, нахуй, в Питере, блядь, падают огромные льды, блядь, сколько людей сдохло уже, лед на голову, блядь, и детям упало, и та, вся, блядь, сегодня как раз пиздели. Но узкожопым пидорам не нужны гастарбайтеры. Они сами справятся. Будут дохнуть ихний народ в Питере. И похуй, блядь. Главное, мигрантов нету. Черножопых нету. Главное, они, беложопые, будут подыхать по льдами, нахуй, своих же, нахуй, крыш, блядь. Охуенно живут. Понимаете как? Получается, мындан бізді халықны мысқыллап қуалар, а мында өзлері сігілі. Аллах Тағалам сразу оларға жауабын кетіріп қоя. Шел снег, упал на голову, или там кирпич упал на голову, проснулся гипс, блядь. Вот из этой категории, блядь. Но там уже гипс не поможет, нахуй, когда, нахуй, сосулька воткнется тебе, нахуй, в черепушку, блядь. Ничего не поможет, блядь. Это ненависть, экономика, вдобавок, блядь, нахуй. И вот это все, грязь, блядь,
пидорасии, блядь, всего лишь в ихней вот этой нелюбови к мигрантам, блядь, к чему приводит, блядь. Со всех сторон у них пробел, блядь. Еще такой пробел, знаете, длинный, блядь, нахуй. Не бескончаемый, блядь, нахуй. Длинный пробел, который, как этот, Кашигулябит, вот это, блядь, нахуй. Без остановки, блядь. Пробел вот такой у них, блядь. Ну это ладно, Питер, блядь. Самое хуевое, что это отражается Башкортостан и Татарстанга. В тот день только сюда закидывали, я не стал читать, вот как раз в тему вспомнил. Нечищенные улицы по Башкортостану. А может я и говорил даже насчет Хабирова как раз. Хабиров не справляется. Который посадил, блядь, этого Алсынова, блядь, за хорохолок. А где же этот хорохолок, который он любит тогда? Тут, блядь, нацист Алсынов, блядь, оказывается, один нацист, блядь, который только не любил Карахолокна. А Хабиров любит. Но почему-то у Хабирова говно по Башкортостану и Татарстану, блядь. Ничего не чищено, блядь. Где эти гастарбайтеры, блядь, Карахолок, блядь, которых они любят? Вот это и есть различие империи, как, кстати, даже австрийский король или принц, я не знаю, какой-то, оказывается, там есть в Австрии, блядь, принц какой-то пропизделся насчет Путина, что империи не должно быть, он сказал. И его сразу, блядь, закритиковали, знаете как? Закритиковали то, что, блядь, нахуй, он, оказывается, в свое время проебал свою империю, они тоже были имперцами, оказывается, и типа позавидовал, нахуй, империи этого Путлера, нахуй, и поэтому так сказал. Гябану харавазинда, блядь, нахуй. Понимаете, какой, блядь, низкий троллинг, блядь, нахуй. Понимаете, меня поражает то, что им предъявляют правду, но они еще хотят изгальнуться, нахуй, свернуть это все на 180 углов, 360 градусов, и еще плюхнуть, нахуй, этому человеку, который сказал правду, сказать, что это, получается, такая зависть, блядь. То, что, блядь, империя в пидорасии сохранилась, а Австрия не смогла сохранить свою империю. Понимаете, как сказать, кичливость, блядь, нахуй, вот это такаберлик нахрен у этих узкожопых до такой степени превышает, блядь. Я вот даже сейчас говоря, теперь мне доходит даже себе. Вот в чем различие европейцев, американцев от узкожопых. Теперь я понимаю, блядь. Надеюсь, и вы поймете это. Вот это и есть различие, оказывается, ихней толерантности, как мой друг любит говорить с Кыргызстана постоянно, толерантной Европе, да, говорит, вы живете, брат, блядь. Постоянно он мне это говорит, блядь, сука, я говорю, пиздец, я говорю, ты подъебываешь меня. Под толерантность постоянно у него мысль, нахуй, что я живу, блядь, сука, то с геями, то с лесбиянками, блядь. Ну, вот таким подъебушным методом, да, мы прикалываемся между собой. Ну, в идеале-то, блядь, толерантность, блядь, она же, сука, обширная, блядь. Обширная во всем, блядь. И получается, блядь, толерантность вот этой, так скажем, пидорасии, нигде нет. Только, знаете, вот у них, кстати, есть, у них есть толерантность, только, знаете, чуть-чуть и эквивалент действий другой, блядь, нахуй. Они пердолят друг друга солдат, там же прям, блядь, в окопах, нахуй.
в жопу имеют друг друга, потому что, понимаешь ли, им нужно потрахаться, э, шлюхи 500 тысяч стоят, нахуй, точнее, одна палка 20 тысяч, нахуй, рублей, блядь, им дорого, нахуй, шлюха зарабатывает 500 тысяч, они зарабатывают только 200, и им пойдет какая-то жопа какого-то, нахуй, узкого, блядь. Я вот этого не могу понять, нахуй. И это очень даже в толерантной пидорасии. В пидорасии, чувствуете, вот есть толерантность, блядь, нахуй. Пердолит, нахуй, солдат в попу, нахуй. Я не могу понять. Астафирлах. Ну, это же уму непостижимые вещи, понимаете? Это у пидора Путина, нахуй, народ даже гей, блядь, нахуй. Народ гейский у Путина, блядь, нахуй. Блядь, вот эти странные лаптоёбы, финно-угры, они озабочены. Ладно, снахачи, нахуй, нам постоянно диктуют добрые люди, что они снахачи, блядь. В ТикТоке постоянно мне это подкидывали. Снахачи, блядь. Но эти снахачества, блядь, нахуй, переросло, блядь, ебланство пидоризма, блядь, нахуй. Что они стали не только снахачами, блядь, нахуй. Вдобавок они теперь пердолят в жопу друг друга в армии, блядь. Ну, это, ну, я не знаю, блядь. И потом, главное, они крестятся в какой-то, нахуй, воде. Замаливают грехи, пидоры. Понимаете? Уму непостижимо, блядь. Сука. Прекратить политику администрации Байдена, поймай и отпусти в отношении мигрантов, незаконно пересекающих южную границу. Ну это читали, да? Признать картели иностранными террористическими организациями. Вот это меня прикольнуло, нахуй. Картели террористами, блядь, нахуй. Я охуею, блядь. И они думают, что подземных ходов, как в Сирии, нахуй, у них закончится, блядь, нахуй. Что, блядь, нахуй, у них все это закончится, и наркота с Мексики не будет заходить, блядь. Ну, допустим, окей. Туннели закончатся, пересечение закончится. Но сейчас 21 век. Дроны-то для чего, нахуй? Дронов сейчас дохуя. Или тот прикол один, кто-то мне отправлял тоже один прикол, или я где-то видел. Анекдот какой-то. Или читали, или мы с вами читали здесь, или что? Секрет. Я не помню, блядь. Как из Мексики, что ли, таскал один чувак, короче, землю, блядь, какую-то. Что-то я где-то читал, или кто-то мне читал, или что, помните? Какой-то прикол, блядь. Читает, читаю, говорю, блядь, таскает, и менты каждый день ловят его, и нихуя не могут понять, блядь, на мексиканской границе. Нахуя, говорит, ты землю везешь, блядь, землю, блядь, что, шмонают земля. И в итоге, короче, чё ты, блядь, потом, через какое-то время, он уже уволился, этот чувак, короче, да, все, у него все, истерика, сердечный приступ, нахуй. Все, и потом через какой-то он где-то встречает его в кафе, сидит, короче, в кафе, и тот мент приходит, и говорит, блядь, что за хуйня? А такая, короче, а что ты вот честно скажи, что ты таскал, блядь, нахуй? Наркоту туда-сюда? Он говорит, нет, а что таскал? Велосипед, говорит, нахуй. Велосипед. Каждый раз он на велике приезжал новым, продавал велик, а землю доебаться вешал себе рюкзак земли, чтобы показать, что ты везешь, куда едешь. Из Мексики, блядь. Ну, землю таскаю. Понимаете смысл такой, блядь, нахуй? А там, оказывается, он велик продавал, пацанчик маленький. Ну, наверное, если маленький, не маленький, мы не знаем, но анекдот, блядь, какой-то, блядь. Пиздец, да, блядь? Вот такая вот хуйня, блядь. Ну, тут вы, туғанлар, сами общаетесь, да? Если что, этот, нәрсеке ябарға туры келсе, менге жазыңыз, мен ябып ташлаймын аларны, құттық Номад мындамы, юкмы? Номад онда нәрсәкәй, теге, на правом фланге что-то этот мыйсы кешеләр күбәйде шикелле анда. Так, 111 кеше утыра, хәзер 88 кеше утыра, блядь. Шайтанлар уяна башладылар, блядь. Урыс шайтанлары.
Так. Итак, короче, признать картели иностранными, блядь. Ну, примерно я интерпретировал, блядь. Дроны, короче, дронами будут доставки делать. И гашиша, и хуишиша, и, как говорится, все. И этот, как этот, хорошая хуйня в тот раз читали, блядь, из Китая будут идти, блядь. Какой-то пантенол, что ли, или хуй его, на П что-то, или на ХЗ, или линовон, блядь, линолеум, блядь. Кажется, хуйня какая-то, блядь. Из Китая, блядь, прется. Наркота какая-то. Так, вернуть США Панамский канал. Затрахал, нахуй, блядь. Вот, вот этот маразм Трампа, 78-летнего долбоеба, это точно, нахуй, перегонки, так скажем, гонки по вертикали, блядь, что Путин, понимаешь ли, хапнул, блядь, там, получается, блядь, и в Сирии, нахуй, что-то, блядь, и в Нигере, там, везде, блядь, хапают вагнеровцы, блядь, ебашат народ, воруют золото, так скажем, у французов. И в итоге, получается, тут, нахуй, надо же, блядь, выебнуться Трампу, и он тоже решил, блядь, нахрен высказаться таким образом, что, блядь, нахуй, ну надо же, блядь, нахуй, блядь, как-то, блядь, петушнуться, блядь, перед этим путинососом, нахуй, и сказать, что я хочу ёбнуть Гренландию, блядь, хочу ёбнуть, нахуй, Панамский, что-то канал, блядь, еще что-то, еще что-то. Ну, короче, какие-то манипуляции, которые, блядь, нахуй, ну, перед народом, наверное, вот такой вот, типа, петух, нахуй, да, перед курицами пытается такой ходить такой, ой, такой весь невъебенный, такой правильный, нахуй, такой, сейчас там выебу, тут выебу, блядь. Ну, посмотрим оконцовку. Реальность, реальность. Потому что пиздеть можно все, а вот реальности нету. Поэтому, когда про Башкортостан с Татарстаном вспоминаем, так скажем, уж мы его и не забываем, хочу сказать, Башкортостан и Татарстан, Эйме, мана, вот это событие, видя вот эти все события, да ведь, мы должны брать от этого толк конкретно того, что мы, вот мы, да ведь, как будущая независимость, да ведь, Аллах верса, мы должны, как говорится, вот эти все косяки мировые, должны, как говорится, нахуй посылать. Вот прям, это мягко сказано еще. Так жестко, что biz bir qachonda bir kimga bo'ysunu tilagimizni ko'rsatmasga tiyilmiz bir qachonda. Bo'ysunu degan narsani biz olib shu yerga tiyilmiz. O'zimizni billat g'ururlikni, o'zimizni mana nomusimizni tomirga tiyilmiz, понимаете? Mana shu ayberlarni biz nechikdir должны как-то преподнести o'zimizni xalqqa таким образом, что biz buldiruvchi xalqmiz biz. Buldirgan это ota bobolarimiz ishlagan ishni biz narsaga ishlamaymiz. Biz narsaga до такой степени дегроды нахуй. Мы что за нахуй, блядь? Хуже своих предков, что ли, стали? Отупели, что ли? Или что, нахуй? В 21 веке мы что, вообще быдлоебами стали? Или что? Вот этот момент мы должны как раз-таки поднять. Вот создать, как говорится, все инстанции в государстве, которые будут развивать до науки, там, и, грубо говоря, как этот пидор Маск, блядь, нахуй, до космоса. Не говоря о том, что я, забрав морские пути, северные, потому что нам другого нету моря у нас, забрать вот эти все, как говорится, земли, которые будут, как говорится, перед нами. А они лежат перед нами, просто надо прийти и забрать их. И вообще, я считаю, Земля это как бы, как она так складывалась, непонятно, да ведь? Ну, так создал Аллах Та'алям и оставил нам это суши. Если везде, может, была вода, хуй его знает, да, допустим. Получается, вот эти все моря, они так и так были, значит, чьими-то берегами. И эти берега, как говорится, явно, как говорится, не говорилось, что
оно вот только чье-то, блядь, там, допустим, это пидорасии. Нет, эти берега всех людей. Всех людей. Поэтому первая задача, если сейчас мы делим по территориально, то эти территории мы должны, это говорится, само собой отрезать под себя. Башкортостан и Татарстанга. Чтобы потом уже по этим территориям могли уже ходить другие наши туанлар и создавать морские пути себе. А бізге обязательно морской путь нужен, потому что мы, как новообразующее государство, с нефтяными какими-то ресурсами, дерево и так далее, мы должны, как говорится, находить путь и возить и по морским делам, морские дела делать. Само собой, и рыбу ловить, и так далее, блядь, потому что масштабно должны, как говорится, конструкцию вести. Масштабно. Не так, что андыгана нахуй, который, блядь, Габасов постоянно пиздит, блядь, маленький Башкортостан. Блядь, маленький Башкортостан, да? Габасов яшасан, хуй с ним, блядь. А без теги зур Башкортостанда яшар без, если на то пошло. Ну, это нужно же забрать, сделать единое одно, блядь. В идеале делить-то не хочется. Ну, не заставляйте делить это нахрен. На куски, блядь. Потом ведь үзігіз онда-мында қолып кетесіз, блядь. Орада ұрыслар болса, шыға алмайшы қоласыз. Үзігіз көріп тұрасыз, Украина что сделала сейчас, чтобы климат контроль нахуй поменять в Пидороссии, закрыла газовую тему нахрен. Вот это вам тоже этот пример. Закрытие, блядь, нахуй, кранника нахуй. И представьте, где-нибудь вы проскользнуло, у вас где-то узкожопой осталось между Казахстаном и Башкортостаном, с Татарстаном их не земля. Что они, думаете, не закроют? Закроют. Даже если, блядь, Трамп ебанутый нахуй пиздит про какой-то Панамский канал, блядь. Тут, блядь, с имперцами, блядь, узкожопами вы как бы вообще не должны даже в шутки играть, блядь. Шуток не должно быть здесь вообще никаких у нас, чтобы действовать по таким тупым методам, что между нами где-то будет нахуй Екатеринбург, у нас где-то будет еще что-то, блядь, узкожопые города. Не должно быть никаких узкожопых городов, блядь. Никаких. И для этого, я думаю, вот только это военное действие. Уничтожение Москвы, блядь. Полностью уничтожение Москвы, блядь. Разграбление, в первую очередь, и уничтожение. В идеале равнять. В идеале равнять, потому что нужно создать образ туалета. Понимаете? Туалетный образ должен там быть. По-другому никак. Вот как они сейчас сделали, как этот постоянно говорят, серая зона, блядь. Я не вкуривал, что такое серая зона, во-первых, блядь. Это вот то, что, блядь, сука, не то, что там серая зона, там ебаный в рот, нахуй. Побоище, блядь. Постоянно, когда видим вот этот разъеб Украины, блядь, там, пиздец, он, да, ведь, нахуй, это года нужно, нахуй, его строить, блядь. Это же надо еще этот весь мусор, сука, куда-то переработать, блядь. Это же уму непостижимо, какие пастбища, нахуй, расхуярили эти мрази, блядь. Это огромное пастбище, блядь. Я теперь понимаю, почему в древность, блядь, ушла под землю, нахуй. Вот такие войны были, блядь, ебанутые, нахуй. Где все ушло, блядь, под землю. И ищешь там под землей, нахуй, 100 километров вниз, блядь. Возле лавы, нахуй, находишь, какой-то город был. Ёбаный в рот. Чингисхана. И Инянника, блядь. Понимаете, вот такие пидоры, потому что были попутные, нахуй, которые равняли все, нахуй. Конечно, там, нахуй, все останется под землей, блядь. Кто его будет копать, нахуй? А сколько кладбищ уничтожено? Где эти кладбища, блядь? Теперь и кладбище перепутано, нахуй. Там, блядь, сука, такой бардак там в Украине, блядь, сейчас.
Пиздец, нахуй. Как вспомнишь, блядь, нахуй. Это же пиздец, нахуй. Ублюдки, нахуй. И еще, блядь, самое интересное, блядь, во всех видосиках, блядь, которые встречаются, блядь, они пиздят то, что, блядь, это укронацисты, блядь. Сука, я хуею, блядь. Какие нахуй укронацисты, если эти уроды, нахуй, сами, блядь, нахрен, блядь, не то, что укронацисты, блядь. Да, как они, неонацисты, да, говорят, блядь, нахуй. Да вы, блядь, хуево нацисты, блядь. Не то, что нео, блядь, нахуй. Узкожопые нацисты, блядь. Переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Я херею, блядь, нахуй. Вот доебаться нечего ему, блядь, нахуй. Маразматик, 78 лет, маразматик этот, блядь, Трамп. Bola, mana durust aytganlar endi. Qortaysang bola ko'ngili keladigan shu ekanda. Mana sezasizmi? Qortaygan boboylarga, abiylarga bola ko'ngili keladi. Вот я по его вот этим мышлением, я это точно уже замечаю, у него тикать начало назад, блядь. Он начал становиться ребенком, блядь. Все, ему, сука, горшок звенит, надо дома ему сидеть, нахуй. Нет, он, сука, президентом стал, блядь. Поражаюсь, блядь. Навс, блядь. Навс ошлығы, блядь, до такой степени, блядь, людей не дает покоя, блядь. А, как я всегда повторяюсь, во время уразы тоже у нас будет оставаться вот этот шайтан наш внутри нас. А он 24/7, блядь, с нами. Вот этот навс шайтана у Трампа, блядь, нахуй, он не дает ему покоя, нахуй, сука. Конечно, само собой, он не мусульманин, он это не вкурнет, нахуй, он не поймет этого, блядь. Если даже нормальные мусульмане этого не могут втереть себе, нахуй, понять не могут. Какой нахуй он поймет это? Блядь. А город Денали в город МакКинли. Тауганы, блядь, Тауган нахуй доебаться, Клайнда, блядь, миналнами, блядь. На Марсе установится флаг США. Ну да, да. Илон Маск бит инде дусты ана инде хазыр. Югірдегі малайы. Положить начало золотому веку Америки. Ай, блядь. Это еще хорошо не сказал. Алтын Урда. Алтын Урда по-американски, нахуй. Надо было так ему сказать еще. Алтын Урда 21 века Трамп. Как звучит, блядь? Алтын Урда Трампа. Интересно звучит, да, блядь? И просто, блядь, хз, блядь, не знаю. Так, ВС РФ целый день сильно обстреливает Покровск. В центре города горят дома. Были прилеты по ТЦ Бульвар и в район скорой помощи. ТЦ Бульвар. Был красивый, стал уродливый. Понимаете? Красивое здание было, блядь. ТЦ Бульвар. Раскуташили, блядь, в Покровске сегодня. Просто давайте прикольнемся Покровск. Где это? Давайте посмотрим, куда они приперлись. Давно не проверял. Покровск, Донецкая область. Куда они, блядь, пришли, эти уроды? Так, ну такой, ну как сказать, блядь. Вот как я сейчас живу, вот такой маленький город, оказывается. Ну, примерно вот такой размер, как я понял. Так. Донецкая область, Покровск, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Ну, считайте, красота, ебаный в рот, красота, блядь. Вот реально. Это просто в гугле, блядь. О, какие-то дома и культуры есть такие, или типа эти, видите? Цивилизация.
все, всяко там тоже серая земля, серая, все серое, наверное, все, закуташили, блядь. Потому что шайтаны идут, получается, у них за шайтанами, что думаете, цветочки оставаться будут? Нет, конечно, блядь. Кумыр кола, кумыр, блядь. Кумырга әйләндерәләр бөтен әйберне. Хайванлар. Краматорск, Покровск, Курахово. Ну, короче, Донецкую область полностью заебенить хотят и зайти в сторону Днепровская область, что ли, как это, Запорожье область, я не знаю, как, хуй его, блядь, кусок какой-то. Павлоград дальше идет, блядь, Павлоград идет, Днепр идет там. Ну, блядь, нахуй. Это же хуй его, блядь. Ну, такой, знаете, приличный кусок захвачен, блядь. Вот по идее, нахуй. Заебенен приличный кусок, нахуй. Интересно. Интересно, да. Если вот эти места они заебенят, сейчас себе оставят, получается, до Мелитополя, тут же, смотрите, что остается тут, до Мелитополя, если вот этот промежуток брать, блядь, с Ростова до Мелитополя, вот этот промежуток, там какое-то вот это ебаное Черное море, блядь, или куда-то она впадает, блядь, они берут острова, эти берега, короче, пляжи, вот эти места, короче, заебенивают, блядь. Ну, как бы, верх Керчи, короче. Керчь, Керченский мост внизу, Керчь, вот это все, вот это идеальные места берут они, блядь. Притом чужого государства, блядь. Ни стыда, ни совести. У них, ну, это само собой уж и не может быть, блядь. У них нет морали, нахуй. Мораль, как говорится, они уже давно, как из пизды вышли, забыли. Что такое мораль? И вот это вот, Ника, Ника, ты тут. Я не могу понять вот украинцев, да, ведь, вот, которые не могут, вот из всей Украины кто-то не может вот сказать республикам, что вот где-то что-то я сегодня слышал еще, где-то что-то говорил там про Башкортостан, что-то говорили сегодня украинском каком-то, где-то я слышал, что-то не помню где. Но вот из всей Украины не могут сказать, почему, чтобы Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан собрались внутри Украины и заебенили нахуй по Москве, блядь. Почему это не высказывается внутри вас, блядь? Ну, у вас же реально жопа, почему вы этого не хотите сказать? Если вам стыдно говорить, я вместо вас сказал уже это. Примите вот эти мои ночные стримы. Я же, блядь, грубо говоря, блядь, круглосуточно, блядь, в телефоне, блядь. У меня режим сбитый, нахуй, сплю хуй поймешь во сколько, блядь. Ночью с вами, как говорится, до утра. И оттуда кусочек, пару слов моих взять, блядь, и донести военным Украины, сказать, что вот есть регионы, помогите регионам, чтобы регионы обрели тоже независимость, в конце концов. Ёпрст, блядь. Чтобы мы поняли, блядь, это. Что мы, у нас какой-то есть плацдарм, блядь.
Мы не можем внутри плацдарма. Кстати, насчет комментариев, вот когда я читаю, не могу вспомнить, что ответить. Вот давайте вот одну вещь вспомнил насчет плацдарма. Мне в комментариях пишут, почему внутри вы не делаете. Ну, в ТикТоке, которого я уже не захожу. Вот в ТикТоке мне это писали. Я не захожу, кстати. Я ТикТок уже этот. Насчет этого. Комментариев этих. Внутри почему, говорит, вы не делаете ничего? Внутри, я еще раз повторяюсь, мы не можем. Почему? Потому что внутри много манкуртов. Много манкуртов. Эти манкурты сразу заебенят этих людей, которые, если даже они захотят встать за независимость, их они заебенят сразу. Внутри невозможно делать какие-то действия. Ну и, конечно, и попыток, я думаю, за все вот эти, то, что я себя помню, там не было. Только одну попытку знаю, сноса какой-то тематики было только в Узбекистане, город Андижан, 2005 год. Или 2005 или 2008, нахуй, нет, 2005, наверное. 2005 год, блядь, да, 2005 год я был в армии на Дальнем Востоке. А в моем городе в это время Каримов хуярил из ПКТ, блядь, нахуй, всех подряд, нахуй. Ну, потому что восстали люди. Открыли тюрьмы. Вот там стал народ. Внутри. Не побоявшись. После я не видел такого нигде. Потом, да, что-то произошло внутри Оша. Кыргызы с узбеками захуярились, что-то там. Вот там какая-то хуйня была. Ну, там скинули все на третью сторону. Кто была третья сторона, непонятно. Может, и четвертая сторона была там, мы не знаем. И все. В Башкортостане, Татарстане не было каких-то восстаний, блядь, за все время. Вот до 2005-го я нихуя не знаю. Ничего не было. Из 2005-го, вот 20 лет вот прошло, нихуя ничего не было, блядь. Куштау это не сравнивайте. Куштау это хуйня полная. Это не восстание, блядь. А то пишут такие оглавления. Восстание в Башкирии. Восстание, блядь. Вот это пишут нахуй. Нахуя так писать, блядь? Хз, блядь, нахуй. Ради просмотров, что ли, блядь? Ну пишите тогда, умер Путин, каждый, пусть себе в эфир пишет, умер Путин, нахуй, и будут все смотреть, умер Путин каждый день, умер Путин 2, дубль 2, умер Путин дубль 3. Хз, блядь. Поэтому внутри территории, где пидорасия, невозможно какое-то восстание сделать. Если там только, есть, конечно, способ сделать там, не подымется весь народ. Весь народ. Но там 99% это пиздец, нахуй, порожняка. Только может 1% может быть не манкуртов. Понимаете? 1%. И из-за этого, ну, тяжелый случай у нас. Так, идем дальше. Так, БТР. Чё? Ёбаный в рот. Что-то дерьмо всякое. БТР, сарай, штурмовая буханка и танк с дредами. Техника, на которой российские солдаты воюют в Украине, все больше напоминает машины из киноэпопеи «Безумный Макс». Но это явно, блядь.
Хорошо еще они, блядь, не воюют нахуй, как безумный Макс, блядь, на воде, блядь. На воде они воевали бы, представляю, нахуй. Сука, ебаный в рот, нахуй. Это, да, наводнение, короче, суши нету, нахуй, и они все на воде, все на воде, представляю, блядь. Путин плавает на своем, блядь, говно танкере, нахуй, блядь, или там подводной лодке, нахуй, как это, блядь, э, фильм был, блядь, этот, Человек-амфибия, нахуй, под водой, нахуй. И вот такая хуйня, блядь. И сверху его, блядь, вот эти пираты бегают, нахуй, на всяких вот таких железных тазиках, нахуй, над водой, блядь. Эй, блядь. За 3 года войны российский ВПК так и не смог наладить производство штатной защиты от дронов для бронетехники и транспорта, поэтому военные колхозят все это прямо на фронте из подручных материалов. Танк с дредами. Фото первое. Но уже привычный мангал на танке повесили дополнительную защиту от FPV дронов из обрезков толстых стальных тросов, о танкистах-изобретателях рассказано РИА Новости. Ну, пиздец, ну, конечно, тут маловато, но мелковато, но, ну, блядь, я ебал того в рот, нахуй, я вам скажу, блядь. Клоунада, нахуй, полная, блядь. Ну, тут фильмы ужасов, нахуй, отдыхает, нахуй, блядь, понимаете? Фильмы ужасов это просто отдых, блядь. И такое дерьмо, блядь, реально. Мангал сверху, блядь, а этот, блядь, бобик, нахуй, тачка, ну, вот это, сука, ментовская бобик, тачка, блядь, сука, из фильма ужасов, блядь, конкретно, блядь, я не знаю, ебаный в рот, нахуй, блядь. Этот мотоцикл, нахуй, блядь, с пулеметом, блядь, мотоцикл, нахуй, Урал или что это, блядь, какой-то, сука, я не знаю, блядь, какой-то, блядь, БТР Сарай, штурмовая буханка, мотоцикл с корейским пулеметом, блядь, БТР Мост, блядь, БТР Мост даже есть у них, блядь, нахрен, охуеть, блядь. Такой вот придумки, блядь. Так, однажды в Башкирии. Постоянный председатель России при ООН Василий Небензя, блядь, ну, пиздец, это, сука, лысый ебан, блядь, заявил, что со стороны США пока нет конкретного предложения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, сейчас Вашингтон посылает какие-то неоформленные, неясные сигналы о готовности к чему-то, но будет ли в предложении США что-то интересное для России, пока непонятно. Понимаете, их всех волнует это, блядь. Когда же Путин позвонит, когда же Трамп позвонит, или еще кто-то позвонит, нахуй, блядь, я не знаю, нахуй. Баба Яга, нахуй, позвонит им скоро, блядь, абы им, нахуй, скажет, вам уже, нахуй, гроб готов, гондоны, вы где ходите, блядь, нахуй? Ну-ка, разбежались по гробам, нахуй. Примерно такая тема, понимаете? Yüz kişi утра, туганлар, рахмат. Слева бер, мында 100 киши утра. И этот, интересно, что за хрень такой интересный появился мне. Ну ладно, похуй. Так, 2,5 часа мы с вами. Так, сейчас, что творится, посмотрим. Так. Ну, это так, по Башкортостану внутренняя тема.
Общественность требует наказать жителей Стерлитамака за жесткое обращение с животными. Как выяснилось, работники конно-спортивного клуба «Барселона» таким своеобразным способом транспортируют лошадей по паркам, где они за 300 рублей катают людей. Всего в клубе 20 лошадей, включая пони. Теперь ему предстоит проверка правоохранительных органов. А про специальный прицеп для перевозки лошадей не слышали? Да, на самом деле это ебанизм. Тащат, блядь, лошадей вот таким образом. Привязали машине, нахуй. Машина едет тихо, блядь. Сзади лошади плетутся за ними. Ну, это что за ебанизм? Дожили, нахуй, а? Ну, Башкортостан вообще порой, блядь, крыша Китая порой иногда, блядь. Кино, блядь, нахуй. Или там овца ебаная, блядь, катала, нахуй, подругу, блядь. И на разгоне въебалась, блядь, об стол и сдохла, блядь, да? Заебись по катушке у них, нахуй, на этих странах бубликах, таблетках или на чем это. Ну, вот здесь в тот день я озвучил вам про ролик про узбеков. Ролик об узбеках возмутил Кушербаева. Приговор Таджикистану за фейки об армии. Число отравившихся поддельным алкоголем узбекистанцев в Турции продолжает расти. Число отравившихся поддельным алкоголем узбекистанцев в Турции продолжает расти. 17 человек погибли. Еще 50 остаются в больницах. Что за алкоголь в Турции, блядь, нахуй? Отравленная, блядь. Пиздец, я хуею, блядь. Ну это что-то я только читаю эту хуйню. Удивительно, блядь. Ну, короче говоря, на ролик об узбеках требуют отреагировать в МИД. Сравнили с собаками. Да, Узбекистан, само собой, шулай тяготишь, блядь. Ну, пару раз они отвлекались, пару раз еще отвлекались. Ну, там есть один какой-то депутат или кто там, который постоянно критиковал, если помните. Вот правильно? Так и нужно делать, блядь. Что-то вякнули нахуй. Нахуй надо послать, блядь, вообще. Вообще, Узбекистан должен, как всегда я говорю, сменить своего президента, блядь. Который не будет, нахуй, кланяться Москве, блядь. Не коронованный. Мирзияева короновал Медведев. Медведев этот алкаш ебаный, блядь. Поэтому Мирзияев должен уйти нахуй. Как мужик должен уйти. Вот как, блядь, Байден ушел, блядь. Он тоже должен уйти, блядь, нахуй. И оставить нормальному демократическому Узбекистану. Нормальному узбеку. Узбеку нахуй. Не таджику нахуй. Не еврею, блядь, нахуй. Еще какому-то. Не армяну, ебаный в рот. Узбек, блядь, должен быть в Узбекистане президентом. Нормальный, чистый узбек, блядь. Даже не как я, нахуй, метис, нахуй, не должен быть. Чистый узбек должен быть, нахуй. Чтоб атасы-то и нясы-то жиды буынға хатты узбек болырға тиішу, блядь. Вот только тогда она придет, как говорится, правильность, нахрен, развитие и, как говорится, ну, вот это, закончится унижение узбеков, блядь. Не будет, нахуй, подметать, блядь. Чтобы этот президент был такой, чтобы не отправлял никогда, нахуй, подметать узбеков, блядь, в пидорасию, блядь. Забудьте нахуй эту дорогу, блядь. Так, речь Трампа на инаугурации. Золотой век Америки, отнять Панамский канал, 2 гендера. Тыдым-пыдым, блядь, нахуй. Понятно. Идем дальше. Так. Башкирия заняла 37 место в рейтинге регионов России по уровню преступности. Ну, это сейчас. Вы скоро, вот сейчас, если война закончится, вернутся всякие аглоеды, блядь, все зэки, нахуй, маньяки, нахуй. Вы так же, как по убийствам, блядь, нахуй, на войне, блядь, займете, блядь, первое место, нахуй. И у вас начнется там, блядь, маньячество. За 24 год в Башкирии на 10 тысяч жителей зарегистрировали 126,1 преступления, что на 1,7 меньше, чем годом ранее.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей в республике составило 36,2. Показатель снизился на 2,3% к 2023 году. Годом ранее Вышбашле занимала 38 место среди регионов. Ой, блядь, на один перескочила, прям пиздец. Был 38, сейчас 37 нахуй место. Прям, блядь, рекордный, блядь, так, нахуй. Сука. Бытовуха, блядь. Бытовуха, блядь, қойдан келіп шығара может, нахуй. Только алкоголь, блядь. Меньше, блядь, нахуй. Бухать надо, блядь, или вообще не надо бухать, блядь. Поэтому обязательно біз кіргеш Башқұртстан Татарстанда нахуй. Пиырға нахуй шул, блядь, арақаны, блядь. Бір арақы сата тұрған нәрсе заводын в первую очередь жоғалтырған нахуй. Ана Шихан заводларын, пиво заводларын, все нахуй. Этот, как там, Эфесы, Мефесы, все нахуй уничтожить, блядь, нахуй. Тубы, блядь, нахуй, взорвать, блядь, все. Ебеням, чтоб не было никакого ни пива, нахуй, ни алкоголя, нахуй, ничего, никакого, нахуй, блядь. Так, также Уфа новости, блин. Так, ФАС обязала Газпром Башкирия снизить тарифы на обслуживание оборудования. Удивительно, нахуй. Даже обслуживание оборудования, блядь. Блядь. Как газ? Башкортостанда, блядь, 3 шкуры снять, да, блядь, готовы, нахуй. Когда рот открывается про газ, блядь. Я хуею, блядь, нахуй. Вроде, блядь, все это у нас должно быть, нахуй. Нет, блядь, нахуй. Мы, блядь, за газ платим, как будто, я не знаю, нахуй, блядь. Мы у кого-то покупаем, нахуй. Как будто жиженый газ покупаем, нахуй. И платим вот в таком, блядь, эквиваленте, блядь. Вот рахат до нее даешь, блядь, айма, блядь, нахуй. Сколько можете терпеть это, нахуй? Сколько вы вообще, я не знаю, блядь. Компании также предписали, порой, знаете, у меня сейчас мысль такая пришла, блядь, нахуй, жить, блядь, нахуй, в пещере, блядь. Вообще за газ не платили, нахуй, коммуналки не платили, никому ничего не платили. А? Может, натуре, нахуй, может, блядь, нахуй, вот эти дома, вот это все, нахуй, расхуярим, блядь, создадим пещеры, блядь, нахуй. Жить будем в пещерах, нахуй, блядь. Все равно, нахуй, Путин отнимает себе бабло, нахуй, из Башкортостана. Пусть дальше отнимает, нас не трогает, мы ничего за ничего не платим, нахуй. Как говорится, чисто зарабатывайте, в пещере жить, и все, блядь. Бесплатно, нахуй. Коммуналки нет, ничего нету, блядь. И все. Я думаю, так, блядь, порой, блядь. Пещерный образ бесплатен, безрасходен. Компании даже предписали сделать перерасчет стоимости уже оказанных в 2024 году услуг. Компания «Газпром» газораспределение Уфа уличили в злоупотреблении монопольным положением на рынке. В 2024 году предприятие резко повысило расценки на проведение технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Ой, они заебывали, блядь. Я помню, блядь, приходили, нахуй. Сука, принесут это, нахуй, какой-то с мылом, блядь, нахуй. Поебутину мажут там, газ чакмайма, заебывали, нахуй. Бүтін жерде, блядь, нахуй. Ауылның мысығы бітірелері, блядь, шулар келсе, блядь, нахуй. Как будто бы они такие ищейки, блядь, как будто мы что-то воруем, блядь, там, прикиньте, блядь. Вроде газ есть, а мы как будто пиздим еще куда-то газ, блядь. И, конечно, блядь, потом они рассказывали, пиздят, оказывается, газ. Каким образом? Врезается, нахуй, блядь, в прямую колонку, ну, в прямую трубу, и себе ставят, нахуй, мунчага. В баняга, блядь, нахуй, газ хуяла, блядь. И через какое-то время, бабах, нахуй, баня взорвалась у кого-то, нахуй, понимаете? Да хуя взрывов, блядь. Ну, нахуя, если ты, блядь, у тебя не так все ставишь, блядь, нахуй. Это же не Узбекистан, нахуй, там, каменные бани, блядь, что с ними будет, газ везде, все такое, правильно, если его ты подводишь. А тут, нахуй, блядь, в деревянные, нахуй, бани ставят газ, блядь. Конечно, бабахнет он, нахуй, блядь. Конечно, нахуй, там что-то не так будет, блядь, если ты неправильно ставишь печь и так далее, блядь, нахуй. Сколько этих ебаных взрывов было. Понаставят на свои старые бани, блядь, газовые, блядь, сука, это, трубу, блядь. И пиздец, нахуй.
Топите дровами, блядь. Так, за техобслуживание четырехгорелочной газовой плиты в 2022 году «Газпром» газораспределение Уфа взимал собственных квартир 387 рублей, а в 2023 году тариф повысили на 28,5 до 497 рублей. В 2024 году цены взлетели еще на 67%, 831. Вы видите как? Это 830 рублей, блядь. Я хуею, нахуй, блядь. Это самое... Нахуй его обслуживать, если, блядь, нахуй, это трехразовая плита, вот это сама нахуй, наверное, 5-10 стоит, блядь. 3 копейки стоит эта газовая плита, его легче выкинуть, нахуй, перед тем, как они придут обслуживать его, нахуй. Нахуй его, блядь, за 830 рублей обслуживание, блядь. Ну, и это, блядь, 8 евро, грубо говоря, блядь, даже меньше 8 евро, ну, блядь, больше 500 рублей, я считаю, блядь, уже для пидорасии это огромные деньги, блядь. Если зарплата, блядь, от силы 30 тысяч. Аналогично выросли тарифы и на обслуживание других видов оборудования. Ведомство признало повышение тарифов за употребление положением с целью увеличения монопольной выгоды. Компания предписала на 1 февраля 2025 года рассчитать и утвердить новые тарифы и провести перерасчет стоимости услуг, уже оказанных населению в 2024 году. Ну, надеюсь, посмотрим. Будем наблюдать, кто кого там наколет или не наколет. Тут что за дерьмо? Ну, в целом жить можно, блядь. Продажи новых квартир в Уфе снизились на 16% за год. Ну, тут прикол, короче, блядь. Кот, только кровать и пустая хата, блядь. В 2024 году в новостройках Уфы было продано 11,19 тысяч квартир. По договорам долевого участия, что на 16% меньше, чем годом ранее. Напомню, в Уфе сегодня, вот этот момент интересно, в Уфе. В Уфе средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в новостройках в декабре 2024 года достигла 166,7 тысяч рублей. Вот это теперь квадратный метр. Теперь умножьте его минимум на 38, на маленькую одну комнату, да, 38. А сейчас же, если они по евростандарту строят, или как это нахуй, как пиковские дома, в Уфе если тоже строят, то минимум по 45, однокомнатная квартира 45 квадратов, блядь. Вот это 45 квадратов примерно, да, ну хуй с ним, 40, да, допустим даже, там, но все равно больше 40, точно это. 40 квадратов умножим на 166,7 тысяч. Это на 15,5% больше, чем годом ранее. В целом же средняя квартира в башкирской столице стоит 7 миллионов 560 тысяч. 7 миллионов 560 тысяч. 7 миллионов 560 тысяч миллион рублей. Понимаете? GDRM, грубо говоря, блядь. 7,5 миллионов, блядь. Что сказала? Средняя квартира в башкирской столице. Ну, в целом же, средняя квартира. В каком смысле? Почему тут однушка или двушка в целом? Ну, пусть даже двушка будет, нахуй. Но это ебаный в рот, блядь. Ну, двушка от силы может быть 58, блядь, квадратов, допустим. Ну, и 60 там. До 70, короче. Смотря какая двушка, блядь. Ну, минималка так, 58, блядь, да? Есть, наверное, и за 42, есть, блядь, и за 46. Ну, 58 более-менее, да, квадратов. За вот это 58 квадратов, говорится, мы там будем неизвестно биталибу. Главное, блядь, 7,5, а 7,5 миллионов, и на тысячина оласанга, если у тебя зарплата 30 тысяч рублей, блядь. Как ты его, блядь, возьмешь? Хуй его знает. Берут только, наверное, эти уёбки, нахуй, которые на войне, блядь. Вот представьте теперь. Тут мысль. Овцы эти, которые сейчас вот воюют, которые понабрали кредитов, то, что они по 200 тысяч получали, там 5 лямов получали, то все, короче, понабрали
дорогих, получается, квартир. Они же подряд все не берут. Они же думают, что вот сейчас нам откидные нахуй дали 5 лямов, за то, что сдох по 5 лямов, блядь, за то, что пошел 4,5 ляма. Вот это все понасобирают, нахуй. Они явно, блядь, уже канагат тугуллер, канагат. Как это, недовольны, да, будет канагат? Ненасытные. Хуй его, короче. Недовольны, наверное. Не канагат, короче, канагат туголь за то, что, блядь, нахуй, они за 5, нет, пизжу, за 5 это мои старые цены, 7,5 миллиона они не готовы покупать, и как бы не хотят, они будут покупать уже по 15-20 лямов, нахуй, не квартиры, а хаты, или даже пусть по 7,5, 2 хаты, 2 квартиры. И вот прикиньте, блядь, они понабрали, теперь заканчивается сейчас война. Их сейчас отправят домой. Денег уже не будут получать. На шее у них, блядь, по одной, минимум, по 2-3 квартиры. СВОшники понабрали. Ну, я так представляю. Платить потом нихуй нечем будет. Они их не выплатили. Зарабатывать негде. Денег нет. Все, пизда, блядь. Да, мы можем сказать, как где-то когда-то слышал в том году или когда, блядь, то ли Милов говорил, блядь, то ли кто, такую тему. После войны может образоваться финансовая безопасность, подушка для людей пока, которые останутся в военной сфере. Это что? Не на войне, а на заводах. Потому что вот эта поеботина, то, что у них на сероземе осталось, там где-то техника это все, всякое, и они, да, надо будет их распределить куда-то. Если там металл остается какой-то, они явно их будут, блядь, что-то делать, и им нужно будет заново раскочегарить, так скажем, танковые заводы. Им придется это делать. И в этот момент они могут, если они резко начнут осиливать, ну, если смогут осилить эти заводы деньгами, они понабирают вот этих уёбков, может даже инвалидов могут взять, блядь, всех подряд, чтобы они работали на военку. И вот там пока может какой-то промежуток времени, год-два, там будут деньги. Ну и потом там тоже урежут. В концовке потом, блядь, пидорасия придет нахуй окончательную упадку. Вот примерно это будет такая тема. В каком понимании? Ну, пидорасия сама как бы бомжом не станет, а вот народ станет, который, блядь, нахуй отпашет, наделают, то все сделают, нахуй. Ну, они же не могут вечно на заводе работать. Этот завод не может, блядь, вечно выпускать танки, нахуй. Через какое-то время у них все это закончится. Интерес. И все. И они выйдут опять на гражданку. Все, куда они пойдут? Они не успели выплатить это все. Они не успели выплатить. И куда они на работу пойдут? Интересно. Вот этот момент интересен. Поэтому, Шунарга Туганлар, я считаю, что вот весь, блядь, нахуй, путинская система хоть и закончит войну, блядь, дерьмо, хоть и не закончит дерьмо, блядь, тут только один будет выигрыш, что хоть с двух сторон люди перестанут умирать. Просто перестанут люди умирать. А экономика и благополучие людей Башкортостана, Татарстана, она не была и не будет, нахуй. Будут они, блядь, по уши, нахуй, в долгах сидеть. Каждый, блядь, ауылдан боласың, хоть қайдан, нахуй. И те бабушки, которые плетут сейчас какие-то, сука, маскировочные сети, блядь, всякое дерьмо. И они, блядь, грубо говоря, нахуй, останутся на своих же суммах, блядь, пенсии, блядь, маленьких, пизденышных, блядь. Все.
Вот и думайте после этого. И вы думаете, что в этом, блядь, нахуй, ну, так скажем, как вчера, что ли, говорил, блядь, кто-то есть победитель. Или сегодня говорил, нахуй. В этой войне есть победитель. Нихуя нет победителей. Нихуя. Или сегодня я говорил, бля, об этом. Нихуя нет победителей. Победы нету. Одни проигрыши. Про людей уж понятно, а проигрыши во всем. Одни расходы, блядь, которые им эту выставить, эту экономику правильно, людей, инвалидам что-то сделать, дать нахуй. Это все, это погибель. Погибель, блядь, по идее, и для Украины, но в то же время, так скажем, знаете, как плоды пожинать будет пидорасия в Украине, потому что если они готовы отжать, блядь, серую зону, в Украине что-то налаживать там как бы больно не нужно будет. Потому что ну, все земли, какие они успеют это ухватить, блядь, останутся, допустим, у них. А вот для пидорасии это есть тот момент, придет минус. Вот представь, вот поверьте, что будет. Как в тот раз, то ли у женщин, то ли у Габасова, то ли у Айгульон, один чувак отвечал, который нахуя-то приехал, блядь, на стройку. Помните, мужик или кто там, блядь, нахуй, без руки, который приехал на стройку, говорит, отдали автомат, говорит. Вот примерно из той категории. Понимаете? И после этого думайте, что приезжать из Башкортостана с Татарстаном на работу уже, реально уже, когда война закончится, приезжать они на работу будут вот, как рабы, чистить захваченные территории Путина, блядь. Вот такая вот херня, Дуслар. Меня уже рубить начало жестко. Так, время 2:40. Так, Уфа, Башкортостан, новости. В Башкирии похолодает до -28. Похолодание ожидается в Башкирии в ближайшие дни. Во вторник, 21 января, температура понизится от 17 минус и -22, в среду до -28. Так что бүгін 21 уже. Бүгіннен иртәгәгә. Короче, -28 была. Так что салқыншы. В России очень сильные люди, никто не смог ее взять. О, здесь комментарийлар жазалар екен, блядь. 142 киши утра, аузына тышын, блядь. Скрин қылып қоямын hozir. Bu jallatlarni скрин qilish kerak. Так, скрин. Ага, есть контакт. Так, мында 2 киши утра, мында 142 киши утра. Әйттем, блядь, туктамый язалар мында, блядь. Номат, йоклап кеттіңме? Братан, ты где? Номат, йоклыйсыңмы? Мында Ника вообще бәрша со всеми. Ника, ты на бой вышла, да, со всеми херачишь, да, всех? Тут что происходит у тебя? Да, Ника, да. Тут я пока не могу понять, кто что пишет. Ну, если мозгоебов можем блокировать, больно, которые мозгоебы. Больно. Узбеки великий народ. Узбеки великий народ, надо проснуться только. Вот это величие надо взять сейчас, вот, в данный момент. О, Номад, братан, ты здесь? Окей. Заебеним всех. Мусорка, блядь, где-то. Так.
читаю. Все зытники, что ли, проснулись? Ташаклар, блядь. С окопов, нахуй. Что, интернет появился у вас? Зытники ебаные. В окопах где вы интернет нашли там? Более-менее. Вот, а тут, блядь, тут там и хуярите, телер. Сразу прикиньте, блядь, 142 кишиге, 22 кишиге сразу азейді. 120 киши қалды, блядь. Он меня первый блоканет. Ника, я ж тебя вижу, нахрен тебя блокировать? Что-то я не понял. Да заебали, в натуре, блядь, без остановки идет, аж этот, глаза, блядь, режет, блядь. А как ставить модера? Ну как вот в модера ставить? Я не умею. Я читал там, модератора ставить, блядь, надо этот, в начале прям, когда что-то включаешь, надо, ну где вот, давай полазим, вот давай на месте полазим, как его ставить, блядь, вот сюда заходишь, модерация сообщества, вот есть тут, включен режим участника, может участника поставить, подписчики, комментарии в прямом эфире. Сейчас любой пользователь может отправлять сообщения, написано. Подписчики есть. Комментарии в прямом эфире. Тут какое-то распределение. Тут нету, блин, чтобы прям модера поставить. Тут нету такой фишки нету даже. Есть скрыть сообщения, все есть. Как вот ставить их? Хз. Создать опрос, начать сеанс опросов и ответов. Вот такая херня есть. А где есть? Походу кружочек должен быть. Ну вот слева есть кружочек такой, типа этот, болтик как будто бы. Хуй его знает, блядь. Нет, сейчас я что-то сделаю это. Нет, не вижу, нету. Дерьмо какое-то тут. Вот, модерация сообщества. Модерация сообщества. Вот есть слово модерация сообщества. Захожу туда, читаю. Модерация сообщества, изменения этих настроек будут применяться к чату в одной трансляции или на всем канале. Для этого видео чат включен. Окей, включен. Второй пункт. Режим участника. Все. Че все, блядь? Третье. Задержка отправки сообщений нет. Режим участника. Все. Заходим туда. Кто может отправлять сообщения? Все. Любой пользователь может отправлять сообщения. Второе. Подписчики. Только пользователи, которые подписались на ваш канал определенное время назад, могут отправлять сообщения. Третье. Комментарии в прямом эфире. Ограничивает число участников только теми пользователями, которых вы выбрали. Добавьте пользователя на компьютере. Все. Режим участника, если я сделаю, это пиздец называется. Режим участника, это называется, блядь, все могут писать. А если я кого-то сделаю, все, там сразу уменьшится комментарий. Никто не может писать, если он не подписчик. Нет, тут нету. Чтобы модера ставить, нереально. Я искал. Похуй, блядь, пишут все. Так, читаем дальше. Я не знаю. Вот такой опять какое-то дерьмо, блядь. Так. Ну вот, блядь. Ну вот. Более подробно почитаем этого долбоеба. Знакомый рассказал,
об уроженце Казани, убившем женщину в Москве и спрятавшем тело в авто актера Гоши Куценко. Ага, Гоша Куценко, блядь. Кстати, Гоша Куценко, он в пидорасии же. Ну, он же украинец вроде бы. Вот это манкурт украинец, блядь. Пиздец, да? Он из детдома подвергался в детстве буллингу, несколько раз был судим, был на СВО. Ну, ясно уж дело, блядь. Причем тут детдом, блядь? Сразу надо было написать, был на СВО. С первого сразу, блядь, нахуй, предложения. Бывший одноклассник рассказал, что Альберт... давайте почитаем подробно. Бывший одноклассник рассказал, что Альберт Абдуллин ранее жил в Казани, воспитывался в детском доме и вел маргинальный образ жизни. По словам собеседника агентства, в школьные годы Альберт был нелюдим и плохо общался со сверстниками. Был воспитанником одного из детских домов в Кировском районе Казани. Мальчик плохо учился в школе, неоднократно подвергался буллингу, отметил собеседник. Агентство Татар-Информ. После окончания 9 класса Абдуллин поступил в местное училище. По данным столичного СК, подозреваемый ранее был судим. Как сообщил собеседник Татар-Информа, его бывший одноклассник не раз привлекался к уголовной ответственности. По его словам, освободившись из колонии за совершение убийства, нихуя себе, блядь, Альберт Абдуллин отправился добровольцем на СВО. Ну, вот такие маньяки, нахуй. Вот к вам возвращаться будут. Он уже там, блядь. Совсем недавно молодой человек вернулся из зоны спецоперации и снова совершил преступление. Ну, вот вам доказательства. В ближайшее время суд изберет Альберту Абдуллину меру пресечения. Свою вину в убийстве женщин он полностью признал. Нихуя он еще такой признательный. Пиздец, нахуй. Следовательно, удалось установить личность убитой. Это 36-летняя бывшая сотрудница студии красоты Дарья Ше. И откуда он ее нашел, блядь, удивительно, нахуй. Ее подруга в разгаре с абзацем подтвердила, что у Дарьи в Тольятти остались мать и 2 детей. Сама она недавно переехала в Москву, чтобы заработать. С Дашей мы в последнее время не часто общались. Не могу сказать, была ли она близко знакома с этим мужчиной, который на нее напал. Я сомневаюсь, что она могла куда-то пойти с незнакомцем. Но если выпивала, то вполне возможно. Она до этого жила в Казани, у нее есть 2 детей, они остались жить с бабушкой в Тольятти. Она их сейчас воспитывает. А Даша уехала в Москву на заработки. Когда мы в последний раз с ней говорили, она рассказывала, что занимается клинингом, приобрела специальное оборудование для этого. Все у нее было хорошо, а тут такое. Меня эти новости просто ошарашили, рассказала собеседница абзаца. Вот вам нахуй СВО, вот вам ебанутые нахуй дяденьки, тетеньки, долбоебы нахуй. Так что вот такая вот хуйня, Туганлар. Где они нахуй снюхались, вот это удивительно нахуй. Вот эти, блядь, чуваки нахуй. Вот эти чуваки, блядь, снюхались, блядь. Ну, явно нахуй это баба, блядь, нахуй. Ну и у Куценко, пиздец. У Гоши Куценко запорожец был, блядь. Ну явно украинец, блядь. Сука, я хуею. В Запоре он, блядь, заебенил нахуй. Или где он, блядь? Стафирлах, стафирлах. Удивительно, нахуй. В натуре, блядь, лежит вот здесь. И на батаге, нахуй. Охуеть. Голая, нахуй. Наверное. Охуеть того, стафирлах. Это же надо же, а, быть, нахуй. Куку, блядь. О, кукушатники люди, а. Нет, нахуй, блядь, нахуй, Дашу он мочит, нахуй. Нет, путинасосов мочить. Нет, нахуй, мочат обычных людей. Вот что за люди, блядь, нахуй. Главное, духу есть, блядь. И дух есть замочить какую-то бабу. Нет, нахуй, замочи, нахуй, путинасосов всех, блядь, по дороге, блядь. Ой, бля, овца ебаная, блядь. Так. И что он, этот гандон, пишет тут? Вот он, хуй сидит. Рожу еще закрывает, блядь. Да все видели уже его рожу, блядь. Хуй его закрывать, блядь.
Суд отправил в СИЗО уроженца Казани, обвиняемого в убийстве женщины в Москве и спрятавшей тело в авто актера Гоши Куценко. Давайте почитаем. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого Абдуллина Альберт Игоревич Абдуллин. Шуканган, Шуканган, блядь, нахуй. Вот эти нахуй, Шуканган, блядь, которые еще суга керіп шуканалар, блядь, нахуй, кіші өлтірер потом. Шуканганлар, рахат дүние, блядь. Игоревич, еще, блядь. Исем нәрсе, блядь. Ташак, блядь. Урус болғанын, наверное. Атасы, блядь. Главное, Абдуллин Игоревич. Бу Альберт. На срок 1 месяц 29 суток. А чё так мало, нахуй? Сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Во время заседания Альберт Абдуллин, по данным ШОТ, просился на СВО. Он прятал от журналистов лицо за листком бумаги, на котором готова речь с просьбой отправить его в зону спецоперации. Также во время заседания по избранию меры пресечения в Дорогомиловском суде выяснилось, что 30-летний уроженец Казани Альберт Абдуллин в 2019 году был осужден по статье убийства на 13 лет лишения свободы. Нихуя себе. Во время заключения Абдуллин заключил контракт и вышел на свободу в феврале 2024 года. Сегодня убийцу отправили в СИЗО до 19 марта. Заебись. Заебись, а именно нахуй. Татарстанда шукунчиклар, блядь, нахуй. Нәрсеген эшләп бирмиләр, а? Вот это нормальный манкурт түгел татарларга вам, это вам не звоночек, а? Не дохуя ли у вас нахуй по Татарстану узкожопы ходит? Потом мне говорите нахуй, там мы можем вместе найти общий язык с хорошими русскими и будете жить, блядь, да? Бок о бок нахуй. Как ни в чем не бывало, да? Которые нахуй сейчас в данный момент вот такие всякие Абдуллины нахуй. То ли он метис, блядь, то ли Шуканган, блядь. Там же, блядь, не поймешь вас. И чмырит нахуй весь Татарстан, блядь. И сейчас, блядь, явно Абдуллин, Альберт, нахуй, ну, катит вроде под татарина. И весь этот пидорасия, нахуй, будет говорить, нахуй, вон ваши, нахуй, блядь. Все, нахуй, головорезы, блядь, тудым-сюдым, нахуй. Только с тюрьмы выпустили на СВО, блядь, опять, нахуй, убийство, опять просится на войну, блядь. Нихуя, да? Что-то вам не кажется, что мы каждый день это слышим, блядь? Каждый день, блядь, у них какие-то вот эти убил, хуйня, блядь, не посадили, пошел на СВО, убил на СВО, блядь, ничего не просит, ну, ничего, блядь, нам нормальная тема, нахуй. Вот увидите, короче, 1 месяц 29 засекаем, сегодня 20 число как раз, да, ведь уже, ну, 21. Как раз вот посмотрим, где-то, значит, будет это февраль и этот март, где-то 10-го. Посмотрим, что с ним будет, нахуй. Всяко, блядь, через неделю, даже вот в феврале начале, наверное, он будет уже, блядь, на СВО, блядь. Как говорится, щеголять, нахуй. Примерно так, наверное, будет. Так. Глава СКР Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении ребенка в учебном заведении в Республике Татарстан. Вот, блядь, опять что за произошло там? Ну-ка, почитаем. Косяки Татарстана прям везде. В управлении образования исполкома Азнакаева подтвердили информацию о драке в местной школе. Полиция проводит проверку. И что там произошло? Инцидент произошел еще 17 января. После драки пострадавший ребенок попал в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас школа находится на связи со всеми родителями участникам конфликта. После происшествия классный руководитель провела беседу с каждым из участников инцидента. Родители были проинформированы о смешном сообщении «Бизнес онлайн». Запланировано, блядь, совещание у главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина с участием директоров районных школ. Это не первый скандал в городе за последние 2 месяца. В декабре появились кадры потасовки в школе номер 9. Тогда участники избежали серьезных травм. Комментарии какие-то пишут, давайте. Надо училку наказать за безразличие.
Я, видимо, чего-то не понимаю. Обычно другая структура подключается межведомственной тонкости. Не знаю, блядь, все такие умные становятся, нахуй, комментаторы. Поражает, блядь. Вон, блядь, Раис Татарстана, блядь, заехал в гости, блядь, Минтимиру Шариповичу, нахуй. Этому, как это, сука, забыл, блядь. Постоянно говорю, забыл сейчас Миниханов и Бабай, блядь, вот этот, сука, блядь. Он вот там, блядь. Сука, постоянно говорил его фамилию. Забыл, блядь. Так. Так, Трамп, насчет Трампа, короче, Трамп, хуям, блядь. И вот тут интересно, блядь. Сахва, из сайта Сахва. Путин готов к диалогу с Трампом по Украине. Ну, давайте почитаем, о чем он. Готов он. Москва поздравляет Трампа в вступлении с должностью, готова к диалогу с новой администрацией США по вопросам Украины. Россия исходит из того, что отношения из США должны устроиться на принципах равенства и взаимного уважения. Ой, блять, нахуй. Мы открыты к обсуждению ситуации в Украине с новой администрацией США, но для этого нужно устранить основные причины кризиса. Угу. Основные причины кризиса. Какой кризис, нахуй? Основные принципы войны, нахуй, а не кризиса. Мы поддерживаем заявление Трампа о недопустимости Третьей мировой войны. Такие сказочники, нахуй. Целью урегулирования конфликта в Украине должно быть не временное перемирие, а достижение долгосрочного мира, заявил Путин. Не временное перемирие, а мир должен быть. Это намек как раз-таки на звоночек на то, что, блядь, нахуй, достижение долгосрочного мира, это означает, нахуй, играем по путинскому, блядь, нахуй. Отдаете все, и будет мир. Не отдаете, нахуй, будет война, блядь. Так. Ну, про иммигрантов теперь. Трамп объявил национальное ЧП на южной границе, туда направит национальную гвардию. Новый президент США заявил, что миллионы преступных иностранцев будут выдворять. Конец практики поймали и выпустили, заявил Трамп в ходе инаугурационной речи. Режим ЧП позволит как минимум использовать бюджет Пентагона для строительства стены, выяснил The Insider, американист Ян Веселов. Также Трамп заявил, что вводит в действие акт 1795 года о натурализации. Ой, блядь, и с кем они будут натурализоваться там? С индейцами, что ли, нахуй? Или с мексиканцами? Кто их же натурализовать будет на этот? Нахуяривать? Кто их будет, блядь? Натурализовать, блин. Натурализация у них, блядь, Тайлер. Так. Сегодня будет объявлен ЧС в энергетике США. Это программа усиленного бурения. Трамп пообещал запустить усиление бурения в нефти и снизить цены на энергоресурсы. Ну, молодцы, юзун алтыкиши утра. Вот так вот. О, началось, нахуй, вот. Прям русня в своем, блядь, нахуй, кровавом флаконе, блядь. Очередной русскомирец, охранник монастыря Оптина пустынь, блядь, задержан за совершение 9-летней девочки в Калужской области. Задержан за совращение, блядь, совершение, блядь, я тоже уже не вижу. Задержан за совращение 9-летней девочки в Калужской области. Заебись жизнь, блядь. Вот не повезло этой 9-летним детям, блядь, нахуй. Вот хотят всех трахнуть, блядь.
По данным базы, дело на 55-летнего жителя Козельска было возбуждено 16 января. 55 лет нахуй. И на батага нахуй, блядь. И на 9-летний. Ну ты пиздец, мудак, блядь. Житель Козельска было возбуждено 16 января. По версии следствия, Сергей познакомился с третьеклассницей. Нихуя даже не восьмиклассница, блядь, как Цой пел. Восьмиклассница. А тут третьеклассница, нахуй, ёб познакомился с третьеклассницей летом 24 года. Предварительно девочка жила в Калуге и приезжала в Козельск на каникулы. Козельск, нахуй, что за нахуй, да? Козловск, блядь. О связи Сергея девочкой стало известно в январе 25 года. По данным следователя, мужчина водил школьницу к себе домой в квартиру на Майской улице и совращал ее. Он показывал ей свои половые органы, обнаженные фото, а также кусал девочку за ягодицы. Пиздец, нахуй. Спустя какое-то время девочка рассказала о случившемся родителям. 16 января мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». СВО, нахуй, СВО, блядь. И он поедет, охранник монастыря, поедет, блядь, на СВО срочно охранять, нахуй, как говорится, свою жопу. Где его будут долбить, нахуй, как петуха, блядь, нахуй, в армейке, блядь. Да, Невзоров, блядь, вот этот момент он отметил, прям, мне тоже интересно было, блядь, у Трампа, блядь, услышать, нахуй, вот этот ебанизм, блядь, кусочек, ну-ка, послушаем. 30 секунд сейчас. Сука, шевалиман. 123 kişi ultramında. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Короче, на английском, нахуй. Never, блядь. Обещают закончить войны даже те, которые не начинали, построить сильнейшую страну и армию. Вот это меня поразило, блядь. Закончить войну, которую не начинали. Какую нахуй войну он закончить хочет, которую не начинали? Порой, мне кажется, я же как до этого говорил, рожа у него была серьезная, и, сука, у него тоже крышняк поехал, нахуй, как у Байдена, блядь, нахуй. Начал пиздеть, нахуй, уже какие-то предложения порой, блядь, нахуй, о войнах, которые не начинали. Какие, нахуй, войны он захочет? И может, ну, догадаться можно, блядь, война с Панамой, блядь, война с Гренландией, блядь. Не начинали же? Но они закончат его, блядь. Не начинали, но закончат, блядь. Ну, о чем можно тут говорить, нахуй? Мексика, нахуй, граница Мексики, нахуй, тоже война, которую можно не начать и закончить сразу, закрыв территорию, блядь. Да хуя можно придумывать. Также пообещал забрать себе Панамский канал и вести чрезвычайное положение на мексиканской границе. Заявил, что США будут расширяться помимо Марса. Ну да. А чё, блядь, ну переходите вон как в этом, блядь, в Норвегии, как где-то в арабских странах, в Дубае или где, блядь, из воды делают суши. Ну, бери, делай сушу, блядь. Делай нахуй. Вот приближайся к Европе сюда, блядь. Туда кидай, ломай горы, кидай воду, кидай в глубину нахуй. Закидывай нахуй и создавай остров, и доберешься до Англии нахуй, наверное, блядь. Через несколько тысяч километров нахуй. Закрой вот так нахуй дорогу, сделай остров. Бэтага нахуй. Хуею. Вот людям не хватает. Вот это же как раз таки заражение Путина, блядь, у Трампа идет. Вот понимаете, это так кажется. Вот реально это. Заражение его, блядь, нахуй. Того, что почему-то у Путина дохуя территории, а у меня что-то мало, нахуй. И вот решает, блядь, он заебенит, блядь, полмира, блядь. Наши предки пересекали океаны, пустыни,
А, вот это тоже слышал. Ой, пиздец, нахуй, пидор, блядь. В пустыне мы покоряли огромные горы, мы покоряли космос, мы расщепляли атом. Нет ничего, что Америка не могла бы сделать. Ой, блядь, это, сука, это же точно нахуй высказывание Путина, блядь, детям. У Путина тоже садомаза есть, нахуй. Детям, нахуй, сука. Как приходит в школу или в детсад, когда он начинает рассказывать. Наши деды воевали там, воевали тут, победили тут, нахуй, блядь, нахуй. Вот это дерьмо, блядь. И он тоже пихает какую-то ересь, блядь. Ну, Бабай ведь, не Бабай, блядь. 78 лет Бабай, чё, блядь. Конечно, он будет вот это хрень нести, блядь, людям, которые, ну, думают, что, блядь, ну, все такие тупые, нахуй, там. Я не знаю, блядь. Сука, вот это, по идее, нам нахуй это надо, да? Весь мир его смотрит, и что он же сказал? Вот по идее, нахуй нам это надо, да? Нахуй вообще обсуждаем его? Интересно, блядь, а? Хуею, сука, блядь. Нахуй. Мы в этих новостях, нахуй, не то что, блядь, нахуй, пытаемся независимость получить, а занимаемся сплетнями, нахуй, конкретно, нахуй. Сука, вот нахуя нам этот Трамп, блядь? Я хуй его знаю, блядь. Ну, читаем дальше. Сука. Блядь. Собирается облагать пошлинами и налогами иностранных государств, чтобы сделать богатыми американцев. Ой, пиздец, нахуй, блядь. Мы что-то это такое слышали. Если помните, на той неделе, ну, как на той, блядь, ну, когда-то что-то я говорил, в Украине такая же хуйня. Посылки подорожают, блядь, оттуда, туда-сюда, нахуй, блядь, все подорожает в Украине, блядь. Тоже ветер дует куда-то оттуда, к ним. Байден и Камала Харрис не аплодируют. Ну, хули аплодировать, нахуй. Когда такая хуйня произошла у них. Кстати, я же записывал этого хуя, блядь. Давайте-ка послушаем чуть-чуть, блядь. Я же целую кучу записывал его. Вот, давайте вот. Lifted billions from poverty, harnessed electricity, Покоряли Дикий Запад, принесли освобождение миллионам людей, put the universe of отправили человека в космос the human hand. и сделали так, что все знание человечества теперь доступно человеку. Человек может держать в руке устройство, где есть все знания мира. It was impossible for me to stage such a historic political comeback. Многие люди думали, что я никогда не вернусь на политическую арену. Но посмотрите, вот он я. Американский народ сделал свой выбор. Вот он я, блядь, нахуй. Такой есть, блядь. Мохтанщик, блядь. Еще один момент какой-нибудь послушаем, давайте. Сейчас какой-нибудь момент начала. Like in 2017, we will again build the strongest Как в 2017 году ever seen. мы снова создадим самую мощную армию в мире и в истории. Успех будет определяться не только выигранными битвами, но и теми войнами, которым мы положим конец. А главное, войнами, в которые мы никогда не будем ввязываться. Видите, как раз, блядь. Интересные моменты я записывал. Да я почти все до конца записал. Этот уебок пока пиздел, блядь. Считайте, примерно я там еще свое подсовывал. 6:25 началось, я записывать начал. И до 6:42 я записывал. Вот, значит, где-то 15-20 минут он пиздел, блядь, нахрен. Вот где-то вот так. У него было пиздобурство где-то 15-20 минут. Ему, точнее, не ему выделили, а у него хватило на 15-20 минут этой какие-то речи мозгов, блядь, нахуй. Дальше уже не стал пиздеть он. Из них еще, блядь, каждые 5 минут встают, садятся, встают, садятся, блядь. Хуею, блядь. Так. Нет, до этого еще было пиздеж. Не. До этого я записывал. 6:12 началось, а закончилось, блядь, все это пиздеж 6:42, блядь. Полчаса пиздел, уебок. Да хуя пиздел, я же говорю, блядь. Заебал прям. А вот сенатор-демократ пришел решил не напрягаться и пришел на инаугурацию Трампа в шортах и худи. Это Джон Феттерман, который ходит так примерно постоянно. 0% осуждения, 100% понимания. Человек, как говорится, в демократической стране ходит в чем угодно. Главное, наверное, он не гей и не лесбиянка, блядь, если пришел, как говорится, к Трампу, блядь. Мужик. Хули. Так.
Что тут? Байден своим последним решением на посту президента США превентивно помиловал всех членов своей семьи, 2 братьев и сестру. А что с ними было-то, блядь, нахуй? Братьев, сестру помиловал. Вот это я не могу понять, нахуй. Своих родственников помиловал. А что, их кто-то сажал, что ли, блядь? Вот это мне удивительно, нахуй, блядь. Кто-то, блядь, может посадить, блядь, сука, из семьи, блядь, президентов кого-нибудь, нахуй. Удивительно, блядь. В Америке, притом. В демократической стране, блядь. Так, здесь я уже читал, да? Вчера. Или мы не читали еще? Ой, извиняюсь, так. Так. Ну, вот здесь чуть по-другому. Куштау Байрам уже комментирует. Вчерашнее, блядь, наверное, вот этот ебанизм, блядь. Крещение этих ебанутых татар, блядь. Или кто он там. Тем башкирам, татарам, казахам и другим мусульманам, которые совершают крещенские купания со словами «Бисмиллях, Аллаху Акбар» и т.д. я советую модернизировать свой ритуал. Пусть, например, прорубь будет прорублена в виде букв В и З. Обязательно должен развиваться флаг СССР. С динамика должна звучать песня лосиносца шамана. После выхода из проруби целуйте иконы, на которых на выбор не Путин или Жириновский или Скобеева с нимбами. Да-да, вот это ВВ Пидор, нахуй. Вот его целуйте, который он как раз готовил, блядь, для СВО. Если кто-то принесет свою икону с каким-нибудь Киркоровым, тоже воля ваша. Вы же с ними, а они с вами. Вы одна община. И в судный день вы тоже вместе стоять будете, наверное. Ну, вместе, вместе, конечно, в судный день стоять, как говорится, мы все не будем. Мы будем стоять, но вместе будем, как говорится, даже, ну, так сказать, друг друга признавать не будем мы даже. Не в том смысле стоять, блядь. Мы просто в ахуе будем от этого. В ахуе. Я не знаю, это тот момент, наверное, это такой страшный день, я думаю, для вообще, да, ведь это. А если ты знаешь, что у тебя еще грехи есть, ну это пиздец нахрен. Так. Обращение к путинской России. Актан Шарип какой-то. Блин, долго, недолго. Давайте посмотрим. О чем тут. Долго, если будет, то не будем уж слушать. Вот, что-то грузит дохуя, что-то долго, мне кажется. Вот, минут 9. Пока все то, что было можно, чекист вдруг возомнил себя мессией. Ахтем Сейдбаблаев, Крым, Украина. Зажечь несложно. Идея возрождения России. О чем-то он говорит. Залив пенящим русским миром и ласки. Крича «Ура!», на той волне вранья и зла поверила охотно в эти сказки, за фюрером возлюбленным страна пошла. Для полноты правдивости картины яви лицо врага. Да не вопрос. Щедра на них фантазия России. Фашист-сосед, еврей, америкос. Пестрят картины красками цветными. Страна мессия, Стих, короче, послушай. а вокруг враги. Исполнена деяниями благими, и для нее все средства хороши. Опять твой путь ужасен и неведом. Стоишь, щетинясь на пути войны. Желаешь мира, строй его с соседом.
но ты пошла топить его в крови. Внесла нас многих в список псевдонаций, скормив толпе очередную ложь. Нам говоришь о верности и братстве, сама же прячешь за спиною нож. Ваш русский мир не мир для наших стен, и ваши феодальные идеи. Желаете России встать с колен за счет других, упавших на колени? Кричат на бис, с трибун лжепатриоты, текут их речи медом для души. Всему виной не русские подонки. Ах, как бы жили, если б не они. Так в чем проблема? Мы и сами рады. Уйти и не мешать вам жить без нас. Чтоб залечил сильной дружбы раны, вздохнул от ваших добрых дел Кавказ. Мы пошли своим путем свободы. Но тут же ваша воровская власть, вчерашняя шпана из подворотни, оскалила свою гнилую пасть. Но есть сыны, достойные отчизны. Однако к их словам ваш разум глух. Они не о величии, Литва. а безличии. Не греют душу, не ласкают слух. Взывают тщетно к совести народа, а он все бредит сказками Кремля. Их факт явления — пятая колонна, их объяснение — происки врага. Живучи корни старого режима, где правит постсоветская рука. На всех просторах дремлющей России молчит народ покорностью раба. Где вертит власть законом, как игрушкой, загнав людей в пожизненный оброк. И, прикрываясь нефтяной подушкой, бесстыдно грабит собственный народ. Проблемы те же, но слова другие. Не ищем мы в других причину бед. Индира Ермеккызы, Франция, Казахстан. Не можем мы злорадствующим восторгом смотреть, как гибнет близкий нам народ. Народ, с которым в прошлом недалеком прошли мы тот же путь в голодный год. Но ты не признаешь свои ошибки. Что бы ни случилось... Ермек Нарымбай, Казахстан. В чужом глазу ты разглядишь соринки, в своем же не заметишь и бревна. Не удивлюсь, в час, когда грянет кара, власть разлетится, как бумажный дом, ты назовешь вчерашнего тирана татарской сволочью или жидом. Ну да, конечно. Как же все иначе? Окутал враг тебя туманом, Украина. Воспользовавшись простотой незрячей, святой наивной чистотой души. Больные люди с комплексом господства, извечный треп о собственном пути. Немыслимы без чувства превосходства, презрение к другим у вас в крови. Это вырубилось. Это вырубилось. Ну, короче, долгая история. Ну, стихи, короче. 8-минутное где-то стихотворение. Очень длинное. Так, идем дальше. Так, задержан экс-командир 155 ОМБР им Анны Киевской, бригаде которого были массовые СЧЗ. По данным наших источников ОГП, речь о Дмитрии Рюмшине. Дмитрий Рюмшин. Что он сделал? Хуй его знает. За весь 24 год он умышленно не сообщил ни об одном факте совершения военными криминальных правонарушений. СЧЗ происходили и во время учений за границей и на фронте. Проверяют информацию о возможных коррупционных схемах в бригаде во время отбора для обучения за рубежом и информацию о возможных схемах получения взяток за уклонение от службы. Ну это внутри Украины, наверное, какая-то хуйня, которая 1700 человек бежало с Франции, блин, дезертиры. Ну, про это, наверное. Как бы понятно. Ни один россиянин не выйдет на пенсию по старости в 25 году, блядь. Этот ушлепок нахуй говорит. Ну-ка, что за, блядь? Ни один россиянин не выйдет на пенсию по старости в 25 году. В стране действует переходный период, увеличение пенсионного возраста, поэтому будут назначаться только досрочные пенсии по инвалидности и гособеспечению.
Также на пенсию смогут выйти жители аннексированных регионов, которые Россия называет новыми и своими. The Insider рассказывал, что за увеличение расходов на войну россияне заплатят в том числе пенсиями и зарплатами. На войну в 2025 году государство потратит почти каждый третий рубль. Вот и думайте, как можно в такой сволочной, блядь, стране, блядь, жить, я не могу понять, блядь, нахуй. Даже у тебя возраст пенсии приходит, и тебе поднимают этот пенсионный возраст. Ну, сделай тогда со 100 лет, нахуй, пенсию, блядь. Явно никто не выживет, нахуй. Все, блядь, в 50 уже откинут, нахуй, копыта, блядь. Нахуй, да? Пенсиями, им, пенсионерам становиться, блядь. Просто херию, блядь. Сука. Чё тут? Итак, разбил пацану всю голову. Родственники 10-летнего мальчика обвиняют ветерана СВО в избиении. Мама 10-летнего мальчика Виктория обвиняет руководителя военно-патриотического клуба в Новосибирске в избиении сына. Видите, вот, маньяки возвращаются везде. Интернет множится жуткими историями воспитания из этих школьных лагерей, сколько бы сие многочисленно не звучало. Характерный случай разыгрался не так давно в Сибирском военно-патриотическом центре «Альфа», где ветеран СВО жестко избивал детей палками и цепями, видимо, растолковывая им светлые заветы Ильича о том, что как любить родину правильно и как не очень. Удивительно. В конечном итоге виноватыми остались, конечно, родители, ведь покусились они на священный грааль российской конъюнктурной действительности ветерана СВО. Все нет той системы образования, которой никогда славилась Россия. Словно на генно-модифицированном комбикорме, взращивая для все новых и новых инженеров. Сегодня инженерам не нужно мясо. Много мяса. Очень много жертвенно истекающего девственной кровью, хорошо прожаренного на порохе украинских дронов мяса. Сегодня не нужны умные, образованные люди, с них государства никакого проку, только воруют больше всех, а потом один хрен на запад валят. Государству нужно мясо тупое, безвольное, послушное. Уж оно за бугром не свалит, отправившись на вертел великого имперского шовинизма. Вот пропаганда и стала намного агрессивнее, так как у успеха СВО напрямую зависит от судьбы режима. Ради борьбы с внешней угрозой оправдывается насилие. Добро может убивать, хотя почему это может? Должно во славу царя либо умирать, убивать, умирать. Вот краеугольный камень российского государственного патриотизма. Основная задача государства сейчас любыми путями вырастить из ваших детей солдат для местных штурмов, чтобы они подухли с собаками под очередными никами и ненужным Бахмутом, за права чеченцев крышевать российский бизнес и за права чиновника обтесывать жирными жопами кожаную обвивку и кожаную обвивку кресел в своих кабинетах. Ближайшие из зимних глупостей сегодня делает вид, что ничего не происходит, на наших глазах цинично, вероломно и подло убивается будущее наших детей, которым грязным правительственным сапогом все активнее заталкивают духовку военной доктрины России, смердящей дерьмом и трупами. Если вы не думаете о себе, то должны подумать о судьбе своих детей, подумать и хотя бы ради их будущего, невзирая на все тяготы и невзгоды, настоящие вывести из страны, пока они маленькие, потому что они имеют право на хорошее образование, работу, социализацию, а в будущем свою семью и своих детей.
противном случае Россия их поглотит, превратит и высрет природорожную канаву под Авдеевкой, как это происходит уже с миллионами сынов Отечества ранее. Да? Вот правильные слова, блядь. Я почти со всеми, я, как говорится, согласен, блядь. Вот тебе нахрен СВО, блядь, который, блядь, нахуй будет командовать, получается, над всеми, блядь, нахуй. Управлять улицей, нахуй. Управлять, нахуй, беспределом, блядь, нахуй. Крышевать, блядь, нахуй. Все, вот примерно, блядь, это путинские 90-е, блядь, нахуй, возвращаются. Только в 25-м году, блядь, нахуй. В 25-м, ну, так скажем, четверти, нахуй, получается, 21 века, блядь, возвращается, нахуй, 90-е, блядь. Так. Так, тут, так, сейчас будем посмотреть. Вот, Мурат Номад, оттуда читаю. В ночь с 19 по 20 января 90 года по приказу генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева подразделением войск Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел вошли в Баку и ряд районов Азербайджана. Убийства и ранения сотен невинных людей в результате вооруженной агрессии против мирного населения еще раз продемонстрировало мирную преступность тоталитарного советского режима. Вторжение в Баку обрядов спецназа и крупного контингента внутренних войск сопровождалось невиданным зверством. Так, до объявления чрезвычайного положения были безжалостно убиты 82 мирных жителя и смертельное ранение 20 человек. Это доказало, что режим игнорировал все человеческие ценности, чтобы потопить, чтобы утопить в крови стремление людей к свободу. Да, сейчас так делают, чтобы, блядь, нахуй, вы ничего не смогли вякнуть, нахуй, против правительства. Поэтому я только говорю всем, чтобы сіз құлақ ишетіп, ничек болса да, шығып кетіңіз оны. Шығып кетіңіз нахрен, будем стыковаться, мы будем что-то придумывать вместе. Ну, в идеале, конечно, быстрее бы это сделать, блядь, было бы вообще классно. Чтобы до 9 мая, блядь, мы с победой, блядь, дошли на Москву, блядь. Ну, так скажем, раздолбали Москву, блядь, и 9 мая, допустим, или там 10 мая отметили, как бы, как победа над империей зла. Ну вот, мамаша погибшего военного Гудвина что-то пиздит, которого совсем недавно Пометыч назвал пидорасом, забралась подать на него в суд. Соловьев позволил себе назвать подонками людей, погибших при исполнении воинского долга. Мы же все тут понимаем, что за дискредитацию обычно сажают только противников войны. Да, удивительно, блядь. Угу. Так, не знаю, это я читал или нет. Трамп сегодня объявит режим ЧС. Ну это все старье вроде бы. Ну-ка. Ну, как бы вроде не старье, блядь. Это подобие что-то читал.
что за место? Мгм. Так. Так. Активисты избили и отвезли в военкомат. Так, вот это прочитаем, давайте. Хули ты родину не защищаешь, Экоактивиста задержали, избили и отвезли в военкомат. Независимого левого политика, бывшего кандидата на выборах Госдумы Глеба Бабича задержали на съемку рейда на нелегальных мигрантов. В теплом стане. Как утверждает база, задержаны были свыше 400 человек. На парня набросился ОМОНец, впечатал лицом в автозак, несколько раз ударил по ногам, затащил в машину, угрожая уголовным делом за якобы терроризм. Орал на меня: хули ты родину не защищаешь, а? А что ли я должен за тебя по горам прыгать, рассказал Бабич. По его словам, после этого у него отобрали паспорт и отвезли в военкомат, несмотря на наличие аспирантской отсрочки до 27 года. Спустя 2 часа активиста отпустили, сейчас он находится на свободе. Ну, короче, в Пидроссии активистам тоже нельзя быть, да кем только нельзя быть, да. Опасно, короче, кем-то быть вообще. Сразу нахуй закроют, повесят на вас, блядь, опасно. Да, я тоже, наверное, закругляюсь. Тут, короче, новости до хрена не заканчивается, Туганлар. Меня тоже колбасит уже, блядь. О, вот это давайте прочитаем и, наверное, отбой. Вот это интересно, блядь. 2 заключенных и сотрудников ФСИН, обвиняемые в пытках в СИЗО Ангарска, ушли на войну. Это что за СИЗО Ангарск, блядь? Не тот, который в Кызыле был. Уголовное дело 3 обвиняемых в пытках заключенных в СИЗО-6 Ангарска приостановлено. Они подписали контракт с Минобороны, уехали на войну в Украину. Об этом сообщает команда против пыток. Ну, удивительно, блядь. А что, в армии они пытки не смогут сделать, что ли? В армии они тоже, блядь, соберутся, опять пытки будут делать, нахуй. Как уточняет правозащитника, уголовные дела в октябре 2024 года приостановили в отношении заключенных Жана Лапина и Владимира Шлейнинга, а также бывшего сотрудника ФСИН Василия Луховского. В 2023 году суд в Ангарске начал рассматривать дело о пытках СИЗО-6. В статусе обвиняемых по нему проходили 8 человек. По версии следствия, они пытали заключенных, нихуя себе, да, из Ангарска ИК-15, которых привезли в следственный изолятор после бунта весной в 2020 году. Некоторые из пострадавших подвергались не только избиениям, но и изнасилованию с использованием черенка. Во, черенок, блядь, швабра, нахуй. От швабры. Ёпта, точно от швабры, блядь. И электрического тока, который пропускали по гениталиям. Ну да, блядь, если тот уёбок, нахуй, в жопу, нахуй, тыкал этим, блядь, ой, блядь, этим, херню вот этой. Тут новости, был Бэтмитрова новости, что ли. Короче, новостей до хрена, Туганлар. Будем, наверное, завязывать, потому что мені жоқ босты. Отырғанларға бүтініңізге зор рахмат.
будем, короче, баиньки делать. Потому что меня колбасит, я уже смотрю, блядь. В телефон меня пиздец нахуй. Шундыхаль, тогда будем закрываться, потому что она кеше эзны ёбам, короче, бисмилля. И будем потом встретимся. Даст Бог, будем информировать, так что подписывайтесь, распространяйте, как все говорят. Кажется, насчет ТикТока, я сегодня тоже насчет ТикТока заснял. Если кому интересно, ТикТок тоже можете подписаться. Там тоже будем что-то делать. Продвигать там маленькие такие видосики. Ну и 10-минутные тоже я как бы это делаю. Там. Ну ладно, так, Кашутра. Спокойной ночи, Ника, Наумат, всем. Прям все на удивительно. Наумат, Ника, спокойной ночи всем. До завтра. До завтра, говорит, до утра. Уже завтра. То рубит меня уже, становлюсь чимчеглазом нахуй. Кто там расстроил тебя? Пишите в Телеграм. Телеграм группа, пишите, там везде у меня написано там Хорватия граница. Телеграм, там в Телеграме можете общаться. Короче, в Телеграм заходите, общайтесь в Телеграме. Всем good night всем. Будем закрываться, потому что новостей до хера там не заканчивается. Завтра уже, или там, когда будем давайте, если стрим будем делать, услышим насчет этого. Что будет вообще, этот Трамп уебок, блядь, будет насчет Украины что-нибудь говорить или нет? Ожидаем вот этих ответов. Надеюсь, пока я проснусь, придут эти ответы у этих дебилов. Ну, вот так вот. Так что нет, в Телеграме у меня переписывайтесь. Телеграм, в группе у меня, в Телеграме. Да, все. Good night всем. Так что если есть тут ФСБшники, отзовись, пидорас. Давайте. Good night.